Так, ладно, надо стартовать потихоньку. Так, о, 2 человека есть, все, значит можно или нельзя. Сейчас еще один момент я жду. Жду. Так, да, в общем, сегодня мы начинаем с главы с сандаунером и стараемся как-нибудь часа за 3-4 пройти в СО. Я вообще не представляю, как это можно сделать. Но надо попытаться, потому что вот так вот повезло, что я в пятницу относительно выспавшийся и могу нормально проходить, чтобы завтра проходить уже DLC. Да. Какой там первым идет Blade Wolf или Сэм, я не помню, но это не важно. В общем, одну из них надо будет завтра вот прям целиком и полностью пройти. Ну, пока что просто на харде. Вот. Потом супер хард, видимо. Потом это revegeance. И там посмотрим, будет ли это до Нового года или после. И потом во что-нибудь еще будем играть. Либо вот то, что я думал. Хотя не знаю, что-то я уже думал, передумал. Опа. А вот, да. В пятницу сегодня. Потому что в общем, я очень прикольно, конечно, вчера поспал. Я думал... Ух ты, уже 4 человека, прикольно. В общем, я думал вчера, я сделаю по-быстрому домашку, одну математику там с вечера, и лягу спать нормально. Но все пошло, естественно, не по плану, потому что пытался я сесть за уроки, до 6 часов досидел вечера, и выпал все равно в осадок, заснул. Пару раз за ночь там просыпался, последний раз, не буду, наверное, тогда говорить, где секреты. В смысле? Говори, надо. Надо на этом харде сейчас не спеша вот как раз собрать все секреты. Я бы и весь кодек, конечно, послушал, но это совсем долго. Поэтому кодек, видимо, я сам буду слушать потом, после реверенса. Кто мне там пишет? Давид. Год спустя. Так, да, ладно. Вот тут вот фотки раскидал людям. Чел нашел фотку тоже мою, нашу. Селфик наш с ним год назад. Сделанный нормально на ГКам. Ладно, сейчас-то я последние 2 недели, то что вот я сейчас раскидывал фотки, я их не снимал не на ГКам, я их снимал на open камеру, потому что у меня место на внутреннем накопителе забилось. Спасибо Lightroom, который, блин, копирует все рожки себе в кэш. Вот. Ладно, не договорил про сон. В общем, несколько раз я там за ночь просыпался что-то, но засыпал обратно. Но в конечном итоге я так проснулся, смотрю на часы 4:30. Ну, думаю, надо все-таки домашку-то сделать. Ну, встал в 4:30, по-быстренькому это сделал, но уже там ложиться уже дальше некуда. Так и вот я с 4:30 и бодрствую. И, в принципе, нормально. С 6 до 4:30 вот я относительно, можно сказать, выспался. Хотя, тем не менее, все равно, когда я со школы пришел, а сегодня у нас было аж 3 урока целых. Прям вообще здорово. Я пришел домой, получается, еще 12 не было. Очень круто, никогда такого не было, и вот опять. Вот. И меня все равно начало ронять. Я упал. То есть вот этим вот
ощущением, будто хочешь заснуть, но при этом заснуть не получается. То есть у меня настолько уже эти беды с башкой зашли. Вот, такой вот я странный. Но, тем не менее, сейчас вот все нормально, я вполне бодренько, не как обычно. Как вот, сколько, 2 недели назад у меня был стрим в пятницу и в четверг по ПВЗ, я там вообще еле-еле что-то там говорил. Вот, а сегодня сегодня МГР. Да, сегодня МГР. Это секреты, говори сегодня, потому что секреты надо. Секреты надо собрать сейчас, поэтому говори обязательно сейчас. Чтобы особо на них не отвлекаться на следующих прохождениях. По максимуму собрать сейчас. Вот. Так, что-то у меня много лишнего открыто. Надо Lightroom закрыть. Надо еще один браузер закрыть. Медиаплеер надо закрыть. Так, я сейчас отойду, и мы будем стартовать. Потому что вот что-то я стартанул до того момента, как... Ладно. Что не там? Ладно, про что-нибудь еще надо порассказывать. Пока что. Пока что я так сижу. О, ЕГС какая-то раздача стартовала. Ну, пускай стартовала, потом посмотрим. 3 урока у нас вообще нереальная ситуация. У нас вообще-то тоже. Но... Стоп, АП. Я не пойму, что у меня с ВК происходит. Почему-то я ничего не нажимаю, а у меня нет-нет, да начнется возобновиться это воспроизведение. Что это за фигня? Только сегодня. Никогда такого не было. Интересно. Я даже никаких кнопок не нажимал. Я думал, может, это комбинация какой-нибудь браузер чует там. Через все это нет, просто ПКД само как-то начинает воспроизводиться. Что за глюки? То ли ВКонтакте опять что-то нахимичили, то ли это из-за того, что у меня 98-й Firefox. Я его не обновляю, мне лень. Может, на новогодних, кстати, сяду обновлю тогда. Что надо. Надо было год назад, но вместо того, чтобы его обновить, я чинил в нем ВК. Потому что ВК тогда решил признать все версии Firefox в принципе непригодными. Ладно. Так, в начале хранилище данных находится наверху, паркуром доберешься. Подожди. Еще рано. Я еще не запустил. И еще, наверное, минут 5 не запущу. Так. И руки в файте отрежешь. Ну, с руками у меня проблемы. Хотя на втором сейве раз 5, наверное, в сумме, пройдя уже все первые 3 главы, я 20 рук уже отрезал. Не знаю, когда я отрежу их в этом прохождении. Ой, в этом сейве, то есть. Ну, с руками как получится. Главное не проглядеть, во-первых, и не закликать раньше. Да. И попасть. Но попасть почему-то бывает сложно. Ладно. Так. Про что я говорил? А, да, вот. В общем, суть в том, что 3 урока-то у нас сегодня получилось, потому что все куда-то пропали. Что у нас там пропало-то? Сам забыл. Я свое расписание не помню, да. Физик у нас на больничном, кстати. Мне надо что-нибудь сделать по физике, потому что у меня балл 4,59, зашибись. Надо что-то делать. А я больной человек-медалист, поэтому мне бы желательно, чтобы у меня там ничего опасного не было. Вот. Химия, она тоже что-то она ушла. Что-то у нее там, видимо, случилось. По химии у меня тоже 4,59. Литература, то ли Олимпиаду проверяют, то ли там еще что-то. Ну, в общем, она в другой школе там что-то задействовано. И все у нас, что ли, в пятницу. Вроде бы да. Вот. Ну, неважно. Учителя болеют, что ли? Ну, вот, получается, один болеет, вторая, ну, что-то у нее произошло. Но вроде не болеет. Так. Про что еще можно потрындеть? А, да, еще мне нужно на этих выходных попытаться починить планш. Кроме того, ну как починить? Вот я постил скрин в телегу. В общем, он у меня лежит. Я когда вспоминаю, его заряжаю. Когда не вспоминаю, он разряжается и вырубается. И вот он что-то, видимо, некорректно так вырубился. И теперь он ругается, мол, потерян ключ шифрования, повреждено шифрование, хотя шифрование я нигде не включал. По дефолту тоже, по идее, не должно быть включено. Это 4-й дроид, его там по дефолту нету еще пока. Да и у меня даже на нем блокировки никакой нету. Ни ключа, ни пароля, ничего. Вот. Но суть в том, что если загуглить, то это еще бывает, когда просто от износа памяти самой этой флешки на ней путаются разделы. То есть их структура
повреждается. В андроиде, потому что в нем очень-очень-очень много разделов. Линуксовых этих в эксте системных. Буквально я там пытался смотреть, там чуть ли не под каждое приложение, чуть ли не под кэш каждого приложения, то есть отдельный маленький раздел. Изолированный, типа. Вот, в общем, суть в чем. Я не знаю, что с этим делать, но у меня есть recovery, естественно, кастомный на том планше. И кастомных прошивок на него нету. Все, есть только моды основной прошивки, которые даются в виде бэкапов. Вот как раз повод тогда, во-первых, их попробовать. Во-вторых, повод попробовать вообще все это починить малой кровью, то есть попробовать чистить разделы по одному, вдруг сработает. Ну, то есть кэш, далвик кэш, ну и вроде все. Вроде там больше ничего повлиять не может, а если чистить дату, то тогда это то же самое, что откат к заводским. Собственно говоря, посмотреть на этот откат к заводским, посмотреть, насколько планш вернется к 2014-2015 своему первозданному году. Ну и в конце концов у меня есть бэкап, который я делал 2 года назад, летом, получается, какого года? 22-го еще года, получается, вроде я летом делал бэкап. И у меня лежит видео даже. Я думал сначала на основной канал сделать, потом на второй, и так оно до сих пор и лежит. Про этот самый планш, и может быть я его все-таки смонтирую скоро, а может и не смонтирую, не знаю. Вот, сейчас найду. Где? Вот, Flash MF логин 3T. Вот, у меня тут полно всего сделано. Вот, я это на Lumio, кажется, снимал. Или на Redmi. Я уже забыл. Ну, короче, на что-то я это снимал. И все у меня тут удачно получилось. Какие-то вот люди собрали для этого дешманского планшета прошивку. Вообще, прикольный планш. Так, ладно. Новый комьюнити Lead PopCap написал на Reddit. Пройдет месяц, и она затихнет. А что он там написал? Что там, где там? Ссыль надо сразу по таким вопросам. Так, ладно. Кажется, сейчас вернусь, и будет МГР. Музон надо. Сейчас будет музон, чтобы чем-то забить промежуток. Так, все, я вернулся уже, да, быстро. Всем привет, я Ник, работаю 15 лет в индустрии. Я рад всему вашему контенту, надеюсь, мы хорошо будем ладить. Шаблон. Ну да, ладно. А толку-то? Зачем тогда вообще... Зачем нужен комьюнити-менеджер для комьюнити, которая буквально заморожена вместе с самой серией игр? Да. Ну ладно. Так, все, сейчас запускаем.
Так, сегодня у нас сандаунер. Надо попробовать вспомнить песенку сандаунера. Golden rays of the glorious sunshine, setting down such a blood red light. Now the animals slowly retreat to the shadows, out of sight. Every breeze blows across the mountains, giving flight to the birds of prey. In a distance machines come to transform Eden, day by day. Only love is with us now, something warm and pure. Find peace within ourselves, no need for cures. The wind is slow and the fire's hot, the vulture waits to see what rots. Oh, how pretty, all the scenery, this is nature's sacrifice. When the animals prospered with a brisk dance, they looked up their look from its back. When the sun sets, we don't forget that sun above paradise. Ты чё, все песни наизусть запомнил? Ну, почти все. Stranger I Remain я никак доучить не могу. Она, типа, немножко посложнее остальных. Для меня получается. А так все темы боссов, да. Rules of Nature, I'm My Own Master Now. Что там еще дальше? Stains of Time, Red Sun, Collective Consciousness. Ну так, почти целиком помню. И It Has to Be This Way, да. Вот что делает Копс с людьми. Причем тут Копс? Песни крутые просто, вот я их заучил. Ну, песни реально бомба просто, поэтому, да. Я как бы в том числе из-за песен и пришел. Я пришел из-за мемов и из-за песен. Из того, что мне показали... А, да, кстати, забыл еще. Memories Broken-то. The only thing I know for real. Если бы не она, я бы, вероятно, не собрался бы играть в МГР, так что да. Так, блин, вот я что сделал? Я потому что это не тот сейв. Вот давайте проверим даже. Хотя можно продолжать и на этом сейве так-то. Правда, у меня тут не все секреты собраны. Вот, да. Клинок Фокса, 140 тысяч. Да, это не тот сейв. Круто. Закрываем. Денег у меня... Вот, блин, как бы мне на двух сейвах деньги совместить? У меня на этом втором сейве столько лишних денег. Я уже там всю броню выкупил, апгрейды на меч Фокса повесил, что-то еще там. Фигни всякой. Так, стоп. А, так, сейв дата. Та-та-та-там. Сохранение. 17-22. Кстати, я не понял, я же менял кнопку назначения, переназначал, то есть кнопку использования лечилки в первом слоте с Q на какую-то другую букву, и почему-то, когда я поменял сейф, оно пропало. То ли это хранится в сейве, то ли я что-то не то сделал. Так, на канале. Так, вот вроде нам вот это вот надо после 003. Все, стартуем. Копс головного мозга. Да какой копс? Уже месяц копса не было. Вы чё? Да, я копсер, и чё теперь? Копс не приговор. Хотя, как только копс обновится, естественно, я сразу полечу в него. В первых рядах. Ну, хотя бы на дурнамент не пошел. Поздравьте меня с этим. Хотя бы дурить и позориться на дурнаменте не буду. Потому что не с кем. Если бы меня кто-то взял, я бы пошел. Но Крока забанился на ФФ. Товарищи из чата некогда тренироваться. И мне, в принципе, тоже. Так что хотелось бы кого-то, кто уже хоть как-то знаком с позором. А таких желающих больше нет. Так. Так, проверим, тот ли я сейф положил.
Так, да, 99 тысяч, обычный клинок и красное тело. Красное тело. Я думал, я его не поставил. Оказывается, поставил. На том-то сейве у меня его нету. Так, все, выходим отсюда, нажимаем продолжить и погнали. Так, все готовы, поехали. Поехали слушать речи, читать кодек и все остальное. О, да. Входим в здание. Да ладно. Так, все, мы здесь. Так, вопрос, во-первых, сначала смотрим настройки. А, нет, какие настройки? Куда я, блин, настройки? Так. Клавиши. Почему я это на C поставил? А, нет, все. Использовать предмет. Во. На Y. Все правильно. Значит, видимо, оно хранится в сохранении. Так, теперь время позвонить. Правильно. Так, привет, Борис. Well, Boris, that's Jack. Ой, What ты did you кто еще? think? I read that only 1 in 50 soldiers can kill with zero hesitation. Guess I'm a 2%er, huh? 2%er, а? Вот на этих столбах есть тарелки. Залезь со стороны лестницы на них до дальней. Ща посмотрю. Блин. I know what they went through, yeah. But I sure as hell didn't let it stop me. No, I guess not. Regular guys, they couldn't handle it. All the blood and body parts, the fear in dying eyes. Me though, I like it. A lot. Да. No hesitation, no regrets. Садист, как Maybe it's in Сандауэр, my блин. blood. Maybe it's the Sears program. Да. Probably both. Да. The younger you learn a thing, the better you retain it, you know? Да. I remember Liberia like it was yesterday. All the abuse, the threats at gunpoint. Next thing I know, I'm getting off on cutting guys to shreds. Raiden. But afterwards it was tough. Especially once I got to the US. I got counseling and education. But every time I talked with someone normal, I felt like all the killing I'd done was gonna crush me. And it didn't stop. Not in my dreams, anyway. Да. I'd hear voices at night, calling out all my crimes, but I couldn't shut them out. The rest of my crew adapted to American life well enough, but I never could. And it returns only now. I've always known you have a dark part in your mind. Perhaps I should not have hired you at all. Perhaps you should not be near battlefield. The hell with that. If I hadn't signed up, I wouldn't be here to help put an end to this. I gotta do what I can to stop that VR training. I'm not the only one suffering. I need to do this for my old friends. The boys back in Liberia who didn't survive. I survived all the killing, thrived on it, but the experience destroyed them. Да. Sorry. I better get moving. Ё-моё. И вот как бы мы без кодека об этом узнали? Он там молчит без кодека. А так мы узнаем, что вот настолько он психологически больной человек. Ладно. Так, я хочу позвонить еще раз, пофиг. Raiden, do you know where the brains are located? Not yet, but I'll figure it out. They must be somewhere in this building. Угу. Тут одна фраза. Хорошо. What do you Кевин, think что он about скажет? what Monsoon said earlier about memes? About You think we're all memes. doomed to follow some coded-in routine? That there's no free will? Well, Yes, you're yes, yes. always going to have restraints based on what culture you're born into. The concept of memes was first proposed by Richard Dawkins in a book called The Selfish Gene. Dawkins, a biologist, stated that even if the actions of a living thing appear to be altruistic, each of its genes is still engaging in selfish behavior, purely as a matter of survival. Yeah, всё несколько I heard сложнее. about that. He went on to define memes as a different kind of self-replicating unit. They're the genes of a culture, from fashion to chord progressions in music, even political expression.
And just like normal genes, they replicate. They grow, infecting more and more people. Ну, You buy простых a shirt людей, you да, like но... and put it on. Other people see you wearing it, then buy it for themselves. Yeah, the genes of a Yeah. culture makes it all sound pretty lofty. Да. But the way Dawkins puts it, memes can also transmit worthless things, even the bad parts of a culture. Fashion's one thing, but value-related memes can put huge restraints on people's lives. For example, the idea that having lots of money is the ultimate goal, the thing we should all strive for. Like in the US. Any capitalist country, really. But anyway, you catch this money worship meme, then not only are you trying to get rich, you're also spreading that idea to other people. You have to. If that meme isn't the cultural norm, then what are you working for? So you start spreading the word about how important it is to succeed, earn status. Right. And the really contagious memes can be even worse. For example, revenge. A guy sees his countrymen killed by terrorism, so he becomes a terrorist and retaliates. It's an infinite loop. I think it's the same thing with child soldiers. Kids' parents are killed by other kids, so they join the war next and start killing other people's parents. There's gotta be a way to break the cycle, though. Dawkins wrote about that too. How we can rebel against our genes and memes. Once you're aware of your own memes, you can train yourself to identify and replicate the good ones. Так и надо. And kill the bad ones. Right. Well, that starts with me stopping this VR shit. The Sears program's one hell of a bad meme machine. Реально. Courtney, Yeah? you caught all that. Guess I was Jack the Ripper all along. All that talk about justice. Чё он And после here I этого все время am, хрипеть стал? just another killer. Raiden, Listen, I want you off this mission. До этого как-то You don't have to повыше go through this. говорил все время. Kev or Doc can Вроде. handle Или я уже saving for забыл. me. Raiden, I don't want... It's my responsibility to stop them before they make another Jack. It's my duty, no one else's. That's the way it is. Live by the battlefield, die by the battlefield. Raiden, listen. Courtney, this isn't the place for you. Keep working with me, and you're gonna wind up someplace dark. Да блин, они сидят в командном I'm центре, fine блин, with that. What? и руководят, и все. They're kidnapping kids. They're ripping their bodies, tearing up their Блин, souls Origin to make забыл soldiers. закрыть. Надо исправить. Origin мешать будет. Пригласит кто-нибудь в самый подходящий момент. I feel like they have to pay for this. If I just quit here, how would I live with myself? Courtney. I mean, maybe I'd be happier going back to school, getting my MBA, making 6 figures. But now I know. I've seen the truth. And I can't just forget it. Maybe I can't do what you can, but come on. At least I can handle your data. So do you want to save or not? Допустим. А если нажать нет, All то right, что we're будет? set. You're sure about this? Positive. Look, you know you aren't Jack the Ripper. I mean, sure, you don't exactly hate every minute of your job out there, but the Raiden I'm talking to right now, he's the same one I've always known. The one То, who что put his потом life будет on the сам line не to protect the говорить. innocent. Not just some Концовке. maniac with a knife. Who knows? Maybe I'm just out for revenge against everyone who made me this way. It's more than that, Raiden. That much I know. In any case, I'm going to stop this VR training. All right. Good luck, Raiden. Окей, что нам скажет доктор? You tracked down those brains yet, Doc? Well, I'm Well, afraid нормально that would be заговорил. quite difficult to do remotely. If you or Wolf can secure a priority connection on a terminal there, that would be another story. Угу. Что нам там скажет? Do you know where the brain units are? Not exactly. Somewhere in this building. If we can find a server, I'll ask Doc to hack in and find out. Understood. But perhaps I could be of assistance as well. I am a military UG in most respects. I share the same network protocols as other UGs. Should we locate the UG mission data input line, it could lead us to the main server. Not a bad idea. But wait, if you could do that all along, why'd I have to hack into that tripod back in Mexico? I apologize. The idea did not occur to me in that situation.
However, it is likely the security there would have prevented outside UGs from accessing the network. Окей. Ладно, пошли. Тут вроде битва начинается или когда там идешь. Или если эту куклу убить. Так, что-то звук то громко, то тихо. Убрал подавители боли. Решил идти до конца. Вот и хрипит, как дед. Ну, в принципе, нормальное объяснение. Ладно. Так, ладно, все. Так, что они... О, первый раз слышу. Она типа защищается, хоть и робот. Интересно. Мне все хватает даже на минус. Тут, наверное, где-нибудь надо было руку отрезать. Кто там стреляет? Какой умник. Вот что это за песня играет? Надо потом как-то найти конкретно эту песню. Интересно. Так, ладно, сделаем чуть-чуть потише, песня мне не нравится. Так, что... что собачий. Сколько можно? Ну, что они стоят? Ладно. Идем. Эх, не успел, ладно. Так, эту все равно сбили. Ладно, так. Sundowner contacted you from the top floor. Time to make your way up there. Ага. Так. Надо пропрыгать про вот этим тарелкам, как я понял. А как? А куда прыгать-то? Вот на этих столбах есть тарелки. Залезть со стороны лестницы на них до дальней. Ага. Так, со стороны лестницы. Куда лезть-то? На периле не устоишь. А как тогда? Прыгать научись, паркурщик. Я не умею. Здорово, привет. А, что, так можно было, что ли? Ну а куда дальше? Недолет. Не
сработало. Не сюда. Мне надо было с светом. Да, сюда. Два. Блин. Прыжочки, блин, в Марио. Я на Нокле. Я ж вспомнил, что на геймбое Color выходил какой-то там спин-офф. Как он там назывался, не помню. Metal Gear что-то там. Вот. А у меня на Nokia есть... Да ё-моё, спасибо, камера, очень приятно. Эмулятор геймбоя. Геймбоя это оригинальный и Color. Advance уже не тянет. Вот. Но перед тем... Да ё-моё. Перед тем, как проходить там Metal Gear, я решил начать с того, что попроще. И по более классической, так сказать. Классический Марио, вот. По идее, он ничем там не отличается именно геймплейно от оригинального NES-овского. Вот. Так. А, блин, я забыл тут. Все вообще. Тупой, да. Вот, в общем, суть в чем? Я там абьюжу сохранение. В этом эмуляторе можно в любой момент нажать как бы сохраниться. Вот я тупо на абьюзе этих сохранений выезжаю. Так, вот. Ура, все, собрали. 13 из 20. По моникам, которые экраны. Это уж телевизор целый. Это я не читаю, это я как-то сам понял, да. Ура. Я не тупой, ура. Так, давайте возьмем это, союз. Раз уж мы убили. Можно разбить эти телевизоры нафиг? Они плохой логотип показывают, мне он не нравится. Это чё? Ладно, это не получилось. Так, что тут все на этом этапе? Руку я, наверное, если она и была, то я ее профукал, потому что я резня мод включил, первый раз попытался. А нет, телевизору пофиг. Ну выстрели ты в телевизор. Нет, телевизору пофиг, что в него влетает это. Бронированный телевизор. Впрочем, а что вы еще хотели, да? Так, что у меня тут? А, электромагнитные гранаты. Вроде как они тут могут пригодиться. Если не слушать доктора, то тут эти пойдут, по идее. Наверное, на харде пойдет один только град. Здорово всем. Ну, привет. VR-миссию за стеклом уже забрал, наверное. Просто полицейский значок — это еще не солярный символ, чтобы его ненавидеть. Да понятно. В смысле в том, что это компания плохая. Вот, а так-то значок понятно, что так. Полицейский, но более какой-то глобальный. Так, ладно, в шкафу... А в каком шкафу? Наверное, собрал. Давайте аккуратненько все соберем. А собираем это все деньги. Интересно, а так стекло бы сломалось? Ладно. А, еще стекло осталось, можно проверить. А, оно сразу исчезло. Ладно. Я что-то вообще не знал, что этот удар сразу как бы есть. Но оказывается, да. Так. Чё мне как громко? Ладно. Теперь тихо. А, не, нормально. Так. Так. Чё мы теперь? Стоим. Чё, все? Все? Ну все. Все плохо. The elevators appear to be disabled, which we should have expected, I suppose. I will access the control unit.
Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Ooh, splendid idea. By all means, yes. Hmm? It seems the guards are storming the building. Raiden, get back to the entrance. Find some time to get this elevator operational. You can control that UGT as well, yes? Give them hell! Do not stray too far from the elevators, Raiden. Use the weapons around you to slow them down. Throw everything at them you can. Ко мне уже что ли кто-то подошел? Да. Что, не забьется чуть не так, нет? Ладно. О, чел с рукой. Блин, не попал по руке. Жалко. Ну ладно. Еще не попасть не могу. Ладно. Сейчас я вернусь. Видите, подожди. Так, по идее должна еще волна прийти, нет? Или кто-то еще остался? А, еще один остался. Дурачок. Ой, я не ту кнопочку нажал. Тут вроде можно и спокойно. Ну ты как ты? У меня так сейчас хилка потратится. Не. Это я как этот момент в revegeance проходил? Хотя, в принципе, можно их гранатами закидать, в принципе. Правильно? Ну, в баню эти саи, в принципе. Далее, все. Да ё-моё, тупые языковые. Погоди. Просто не хочу их юзать. Как не сдохнуть?
Зафильм. 0,4%, нифига себе. На 430 частей разрезал, аж залагал. Так, кто там еще остался-то? Нифига себе, мы крепкие. Сколько мне на него понадобилось на одного? Так, это еще не все. О, братик. Братик, по идее, тут дальше не пойдет. Да ё-моё, тут самая удачная ракета. Тут его можно вроде... Ладно. Да ты чё? С тобой, брат, не надоело, я не хочу все тратить, все. Куда убегать-то, ё-моё? А вот сюда. Все, поехали, док, поехали. For security purposes, the building is divided into upper and lower halves. The lower area consists of offices and meeting space for staff and visitors. Эволюция. Чего? Проще было бы из ракет убить. Ну вот я уже начал. А боты стоят и терпеливо ждут. Да. Обезьяна блокировать умеет. Эволюция. Ну да. Умеет. Как видишь. Горит белый свет лифта. Где лифт? Я его не увидел вообще. Я убегаю, мне страшно. Все, я чуть не сдох от этого. Ладно. While Видимо, confidential military projects and technical research are restricted to the upper levels. So that's where the brains in the server room will be, up top. Indeed. But that elevator can only access the lower floors. You need to get to the 20th floor and pass the security gates there to reach the upper area. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So... The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than 3 systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. In any case, you should arrive at the 20th floor soon. А, мы уже приехали. Не, я еще позвонить хочу. You must find the power panels, Raiden. Yeah, I'm on it. Any advice? Not really, no. Other than combat advice, I have very little. I am sorry. Guess all the staff's already gotten out. Probably. There's an evacuation notice for the entire neighborhood, in case you hadn't noticed. Can't exactly have civvies running about with cyborgs blowing the place up all around. I'm not complaining. This way I won't have to hold back. Too bad the cyborgs didn't go with them. I'm not even here to fight them. Yeah, but if you're expecting to find the guys behind all this, you're probably too late. I know. I'm just here to get the brains back.
Anyone who ran this operation, worked on it, stood by and let it happen, I'll deal with them later. Smart plan. Wouldn't be much of a warrior if you started hacking up helpless non-cyborgs anyway. Those guys, we'll get them another way. Such as? Well, I mean, just getting the brains on our side could change a lot. World Marshal's got an iron grip on the government. Wall Street, too. Legal action's not gonna work. Nah. But you can bet the media's gonna descend on Denver like flies once you're done here. Once you've rescued those brains, they can start talking about VR training. If nothing else, it'll definitely change public opinion. And quickly. World Marshal's stock will plunge, giving them less influence in Washington. Про что? Или это про... We could see a managerial change. And, you know, the guy running the project would probably be demoted. Reassigned at least. Demoted? For cutting up kids? That's punishment? It's gotta be Armstrong running all this. A guy who publicly has nothing to do with World Marshal. Yeah. Anyway, he'll have to wait. The way Monsoon was talking, Sam and Sundowner are in here somewhere. Taking them out's a start, at least. Да. Ever eaten Cambodian, Courtney? What? That's a little random. Apparently that's where Monsoon's from, originally. Just trying to cover all the bases. Not sure how this could be important, but... Камбоджа. Well, the two Cambodian dishes I know best are amok and something called pong ti kon. Amok is fish covered in coconut milk and other flavorings and wrapped in banana leaves. I had it once. It's really exotic, both in looks and taste. Definitely recommended. If you like fish. And the other? Pong ti kon? It's also known as balut in some countries. It's pretty Интересная popular справка, in Vietnam конечно. and the Philippines, too. Well, you know how I try to keep an open mind about other countries' cuisine. But balut is definitely a love-hate thing. So, what is it? Well, it's basically a boiled duck's egg. But the embryo's fertilized, so there's this duck-like thing inside. I've tried a lot of odd foods in my time, but that's where I drew the line. Don't be so picky, Courtney. Maybe it tastes better than it looks. Okay. How about you try it first then? Sure. Once I'm done Как у here, него вообще в we'll целе all еще have to go out for it пищеварительная together. система как-то Deal. там сохранилась? You better make it back and Ладно. keep that promise, Raiden. I'll watch you eat it, at least. Wimp. I am looking forward to ending this, though. Wouldn't mind Какой getting же my old диапазон у него jaw back. голосов в этой Would be озвучке? a little hard to eat normal food without Особенно it, you смешно, know. когда их слушаешь, что вот таким вот образом. could always То есть use a одно после straw. другого. Там он хрипит, тут говорит нормально, а тут уже с повышенным таким каким-то легеньким голосочком. Where are these electrical panels? I believe they are hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources. Wolf, what's your position? My apologies. I appear to be lagging behind once again. It's fine. We couldn't have hacked that elevator without you. Indeed. Your gratitude is Куда он appreciated. убежал? I am headed your way now. There is no need to wait for me. Continue with your mission. Got it. Ладно. Райден хочет мозги компенсировать недостающие. Хотел, что ли? Всего у него хватает. Так, у нас там киборги уже много везде. The electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search Вопрос, for как any мне терять unusual heat sources 4% inside the wall хп sphere. и при этом кого-нибудь зарезать, потому что я принципиально не хочу терять хилки. Ну, не то. В принципе, есть вариант под названием спрятаться в коробочку. Здесь на там стоит. Тут никто не стоит. Я знаю, что это стекло дурацкое. Ой-ой. Это ничего, это коробочка порезалась. Ничего особенного. Ой-ой. Что физика какая странная. Так, что тут никого нету? Никого нету.
соберусь с ней. Так, это там еще и часть R-04. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced. Ай, блин, это бронированный! Это No choice now. бронированный! Да нет, это придурки. Ну что, все похилились. Так, ладно, вернулся поток. Что-то уже реально ГГ немножечко перегибает. Что-то слишком часто это стала фигня происходить. Тупо. Это какой же большой кусок-то пропал? Да. Ну ладно, ничего. В общем, если еще раз сейчас, в течение часа, еще раз происходит эта фигня, то я убираю нафиг этот ГГ. Фиг с ним. Буду ручками перезаливать на ВК записи стримов. Что поделать? Ну, дебилизм. Вот. Раньше оно было изредка типа. То есть один раз на несколько стримов. А теперь по нескольку раз за один стрим. Что за глупость? Ладно. Короче, я прозвонил все по кодеку. Там это был разговор про нейросети с Вульфом. Он выдал базу насчет этого. Вот. Ура, да, давай. Не надо, давай. Чтобы вот он не отвалился, чтобы больше такой фигни не было. Неприятно, ладно. В целом там ничего страшного не было. Вот, ну пару раз я там чуть не сдох, но хилок все еще не потратил. Вопрос, как я это дальше потом буду проходить на больших сложностях. Ну, видимо, с хилочками, с костюмом на 10 хилочек. Nokia зарядилась, хорошо, пускай теперь что-нибудь еще зарядится. А впрочем, ничего не надо. Ладно. Хотя... Ладно, сейчас я вернусь. Надо стягивать хронометраж. Да понятно, что про отключение ГГ, но я сказал, ГГ я буду отключать только если он сейчас в течение часа еще раз такую подлянку повторит. Ну или вообще в течение этого стрима. Если будет второй раз за один стрим, то это все. Пошел нафиг он. Тогда он того не стоит, если будет второй раз за один стрим. Потому что ладно, позор с мусоном в прошлый раз, неделю назад, не попал. Но сейчас жалко. Пара тычек не записалась таким образом, и все разговоры по кодеку. О, здорово, привет. У нас сегодня МГР, сегодня ПВЗ не будет. Так, ну вообще я сейчас это чуть-чуть посмотрите на меню, сейчас я вернусь.
А, я понял, почему я так активно подыхал. Потому что у меня же костюм дает еще и плюс 15 урона по мне. Ну так что все правильно, потом сниму этот костюм нафиг. Мне почему-то не пришло уведомление о стриме. Ну и правильно, оно не должно приходить, это не ПВЗ. Ну ладно. В Fortnite персонажей из МГР добавили? Не верю. Может из МГСа кого-нибудь? Кинь мне куда-нибудь пруфы, я тогда посмотрю, может. Я сомневаюсь, что кого-то именно из МГРа. Ну из МГРа фактически тут один этот иконический, как правильно сказать-то. Ладно, один известный персонаж, сам Райден, собственно говоря. Но вряд ли его. А вот кого-нибудь из МГСа, ну, может быть. Хотя, опять же, это, как это, Konami-то, или не Konami. Кто у нас разработчик, я забыл. Ну, Konami вроде, да. Они жадные? Куда кинуть? Да куда угодно. Ссылку хоть сюда, на новость, на скрин, на что угодно. Кстати, когда что-то по ПВЗ будет? Когда-нибудь, не знаю. Я хочу пройти МГР до НГ. Так, все, я вернулся, я здесь, там. В общем, там кидай куда-нибудь. Что-нибудь. А мы идем куда? В лифт идем. А, стоп, мне не сюда. Куда мне? Я забыл, мне куда? Ну туда. Ух ты, нифига себе, что так можно было, что ли? Круто. Вот, Shall I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. Well, а as говорил you wish. уже нормально. I must say, I have turned more than a few men into cyborgs, but you, well, your past is most, What you getting at, Doc? Most of the time, you're working with first world ex-military, grown men. Compared to the average third world child soldier, I can't really complain. Most of them, they're the sort of guerrillas your typical patient gets paid to slaughter. perhaps, but, This shouldn't be news to you, Doc. yes, but, Look, just help me take care of those brains after I bring them back. I do my business, you do yours. yes. Yes. Бедного доктора Ши. Ладно. Пик-пик-пик. Опа. They're pouring in from everywhere. This is crazy. You do not have to fight every enemy you encounter, right? Try and keep moving. Ща, я понял. Можно убить время? Ладно, пофиг, не нужно помочь. Это бронированный челик. Один блок пошел. Ай, хилку потратил. Эх, не получилось. Не получилось без хилок. Спасибо, я тут еще не закинул. Ну, Solid Snake. Ну, как я и думал, Solid Snake. Солида Снейка тут нету, тут он только упоминается. Хера застрял, блин. Nice of them to blow open the door for me, yeah? Idiots.
крутые, я чую. Куда дальше-то бежать? А, я в ту сторону, я очень... Круто, Райка на меня выиграется, попытается. Привет, брат. Что делать-то? Keep climbing like that. It will be much easier for you. Ты чё? С одной этой. И откуда я начну? Прямо отсюда, ладно. Ладно. О, ранг D, круто. Стоп, а почему нам замбросили? Ну, все сбросилось, что ли? Ага, да. garden. Sounds fancy. Ладно. Так, возможно, больше персонажей вселенной Metal Gear Solid выйдет в универе. Так, ну, Solid Snake фиг с ним, все. Так, жесткий цитрус разваливает всех в МГР. Ну, МГР это просто игра такая, тут все как бы построено на этих катсценах, вот и все. Вот, это не я такой, это игра такая, вот и все. Кто угодно тут мог бы играть так же. Вот, а я-то еще не очень разношу, потому что это всего лишь хард, а не revegeance. Ладно, короче, далеко не максимальной сложности. Очередной человек не видит различий в МГР и МГС. Ну как, по сути-то это мир-то один. Но, да, и в МГСе тоже есть разница. Например, того, как Konami убили МГС. Не знаю. Ну, вселенная это типа одна, но игры совсем разные. Прям совсем разные. МГС это совсем другое. В плане жанра. A Japanese garden, to be precise. It is an area set aside for VIPs. Apparently, one of World Marshall's directors is a rather serious Japanese culture enthusiast. All right. So what's this got to do with me? Is there something I need from the garden? Not at all. You need only pass through that area to arrive at a freight elevator. I found a route to the elevator controls through the unit we hijacked downstairs. I have located the server room as well. You can reach it via the freight elevator. Great work, Doc. Elementary, my dear Raiden. Now, head for the garden.
Elementary, my dear rider. Круто. Так, чё, вон он сад, что ли? Чё тут за аппендикс? Ну ладно. Так, секреты какие-нибудь есть? Секреты я никакие не пропустил на этом бегу. Страшно. А, там, походу, из Metal Gear Solid. Ну да. Metal Gear Solid это, конечно, та же вселенная, но мне пока не интересно. Вот. Потом МГС будем проходить. И вообще МГ. Год-стрим это... Год-стрим на Нокле проходить Metal Gear. Так, ладно. Идем мы. Японский садик. Красивый. Мышкой подвигать нормально не дают. Тут красиво. Эх, испортили всю идиллию. Чё я попасть никак не могу? Попал. Так, где там дурачки с... Тут, кажется, кто-то еще с рукой так он будет. А вот он, чел СПД. Все, руку даже отрезали. Умудрился. Сколько? У меня тут всего 16 собрано. О, и без урона. Круто. Так, тут где-то был паркур, да? Эй. На Nokia вообще возможно в реальном времени писать лол, качество будет 480p или меньше. Ну, во-первых, начнем с того, что у нее экран на 320 на 240. Во-вторых, естественно, писать в привычном понимании она не может. Можно, конечно, вывести захват скриншотов на комп, и оно работает, но там будет частота кадров, ну, кадров в 5, наверное, секунду передает этот kylif.py. Вот. И, естественно, это снимать. То есть поставить телефон, как Андромалик. Ну, то есть у Андромалика там фотик. Сонька там какая-то у него стоит, или Кэнон, я уже забыл. Кэнон вроде я у него определял все-таки. Вот. Но в моем случае ставить телефон и снимать так. Ну, в смысле стримить. А, да, время позвонить. A Japanese garden? Ugh. It is so flashy and horrible. Not a fan, Boris? Well, to each his own, I guess. You know, I visited a garden like that once, in Japan. The Kairakuen, in a city called Mito. Really nice. Taxi ride there was murder, though. I figured the cabbie wouldn't be able to speak English, so I gave him a map. But he still got totally lost. I think he probably got confused because the map was in English. I didn't think that'd be a problem, since it's not like the place names are any different. But apparently, the guy couldn't even read the English alphabet. Бедненький. Да. Okay, save complete. If you ask me, no Japanese garden's complete without cherry blossoms.
I hear a lot of towns in Japan are full of cherry blossoms in the springtime. They have picnics under them, drink sake and stuff. Sounds like a lot of fun, right? Food culture is about a lot more than just what you eat, you know. Hey, how about we all go to Japan for cherry blossom season? You know, once you're done there. Sounds good to me. Once I'm done. How's it going with the brain units, Doc? Any problems? Oh, they could not be better. They're being kept at exactly 36 degrees Celsius with a steady, uninterrupted supply of oxygen and glucose. Synchronizing them with our equipment posed some difficulty, but everything's perfectly stable now. That's good to hear. What kind of VR are they getting? I prepared very comfortable rooms for each and Доктор, everyone. ты слишком It's рано. not quite Schloss Neuschwanstein, but each one enjoys the equivalent of a 4-star hotel suite. Что-то не то. Every room includes an attached pool and an extensive library of on-demand video programming. 3 meals are delivered daily, and while we're only able to do so much vis-a-vis taste sensation, it should satisfy the psychological need for food at least. В углу около выхода. В каком углу? Около какого выхода? Doesn't sound too bad. I wouldn't mind a little VR training like that for a change. Oh, be my guest. I'd like to experience it for myself, you know. But for now, it is available to cyborgs only. Exciting work's being done in the realm of invasive brain-machine interfaces. But there simply isn't much demand for it at the moment. I guess not too many folks are willing to stick electrodes in their brains just for a taste of VR. Perhaps, but the sense of reality is considerably improved over nanomachine-based non-invasive methods. If prices were kept low enough, I imagine the video game industry at least would clamor for it. Who coded the virtual hotel? An assistant. He used to write VR programs for UGs, but now specializes in cyborg software. A bit of a niche right now, yes, but when brain-machine interfaces take off, it will be a big business. The children's accommodation is a reworked version of the original beta software he built. The room's 3D models are all made using free libraries. It couldn't have been easier. I wish everyone loved their work as much as you do, Doc. They don't go stir-crazy, though? Cooped up in their rooms? There's little I can do about that. Creating an open world would take orders of magnitude more resources. What about communication? Another weak spot, yes. The NPCs available to us are all for military training purposes. It will be some time until we see VR characters capable of convincingly human interaction. Sadly, we're also not yet able to connect multiple brains to a single VR space. My assistants are operating virtual agents to give them a bare minimum of mental care. But our team is limited in size, and none of us are medical professionals, you know. They can't stay in there forever. Что-то он это рано сказал на самом деле. Колхоз на выезде какой-то будет такой стрим Nokia. Ну да. А вы что хотели? Естественно, это будет колхоз. Это ты вообще подумай, это же вообще Metal Gear на Nokia. Понятно, что можно запустить на компе эмулятор этого геймбоя, но так неинтересно же. Надо помучиться на Nokia с этой неудобной клавиатурой. Я сейчас на ней Марио так прохожу, но я уже говорил вроде. Вот это очень неудобно. Чисто прохожу только за счет того, что, во-первых, прохожу казуально, не собираю никакие бонусы, никакие монеты, ни зачем не стремлюсь за этим. Выхода, который после обезьян. Ага. Стало понятнее, спасибо. Вот. Так еще и клавиатура у Nokia очень неудобная. У нее маленький ход, она довольно тугая и противная, в общем. Неудобно на ней проходить. На моем предыдущем телефоне клавиатура с китайскими микриками была и то лучше, кажется. Так. Raiden, I have reached the 20th floor. How should I proceed? I thought you specialized in scouting, Wolf. My apologies. I performed much better in the city. It's fine. Check in with Doc. I bet he can help you out. Ну ладно, допустим. Так. В углу, где обезьяны. Сюда можно? Нет, сюда нельзя. А, вон уже обезьян. А, стоп, а тут можно было это. А я это коробочку надену. Не найдут. А, меня нашли. Ладно.
Ой-ой. Жалко не собрать. Ладно, я тут посижу, они меня, может, развидят. Эти киборги, они прыгать не умеют. О. Он моргает. Это так смешно было смотреть, это, как он там, скрючившись, сидит в бочке. Тут тоже смешно. Ага, и тут он чел с рукой. The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you is connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. Там чел с рукой. Ой-ой. Ну да, чела с рукой сейчас попробуем выход отрезать. Нормально коробку выглядит. Да ты тварь. О, рука есть. Теперь лутаемся. А стоп, это еще не все. Да ё-моё, открой уже. А, это ракетчик. Где он там? Стоп, а куда я? А, я сюда вернулся, ладно. Ну вообще по барабану.
красоту. Что тут нарисовано? Какой-то шакальный, маленько как будто растянутый... Кто это вообще? Тигр какой-то. Еще один тигр. А, не, это пятнистый кто? Забыл. Ладно. Ну, как ровненько разрезано. Что я еще не открыл? Там коробочка какая-то. И в углу еще, я помню. В углу около двери. Которая после... Ух ты, нифига себе, тут луна нарисована. Прикольно. Луну нарисовали, взяли. О, сундучочек. Опа. Так, это, видимо, ты про это мне говорил, да? Это то я собрал, правильно? У выхода после обезьян. Колхоз на выезде. Да, обязательно колхоз на выезде. Ну, так надо или не надо колхоз на выезде? Metal Gear. А, стоп, да-да-да, стоп. В прошлый раз, я помню, я тут все проскипал просто. Вот. Так, мне кажется, да, вон еще сундучочек остался. Куда? Айден. Чё? А еще один синий. Тут пока просто не надо. Понял. Прикольно. Красивенько ведь. Можно как-нибудь выключить эти, чтобы красивый скринчик сделать? Ну ладно. Видимо, нельзя. Перебор. Сажают всякого. Оно, все отлично. Значит, пошлите дальше. Потому что помню, что я пошел сюда раньше, слишком рано. Опа. Так, я думаю, время позвонить. Опять то же самое. Yeah, Pol Pot's regime. They killed nearly the entire intellectual class of Cambodia, all in an attempt to create a communist agrarian society. Some reports claim they wiped out a third of the entire population. Кошмар. Just insane. Even without knowing exactly what happened to him there, you can start to see why he thinks the world is diseased. Yeah, I'm sure that's what gave him his whole survival of the fittest worldview. Just one long series of traumatic events. Well, directly or otherwise, the Khmer Rouge messed up a whole lot of lives. But all their victims didn't start thinking like Monsoon. People have to stop the cycle of violence somewhere. Stop the bad meme, I guess you could say. Of course, that's easy for me to say, having grown up in a nice, stable first world country. Nah, I get it. Growing up in bad circumstances, it's no excuse for the crimes you commit. Yeah. What's up? Да мы только что сохранились. Okay, save complete. Странно, конечно. Don't let your guard down, okay? Функциональность. А тут ничего нового, ладно. So, Doc, what are we gonna do with those brains? Well, I appreciate the bountiful data we've gleaned from them so far. But they're certainly draining a great deal of my lab's resources. If not for the costs, we'd gladly host them well into the future. Don't think I can cover that. I'm unemployed now, remember? Besides, it wouldn't be healthy for the kids. It's certainly more healthy than a hard-scrabble life in a disease-ridden alley. Well, if you put it like that, yeah. But they can't even engage in real human interaction. They're facing an entire life spent in a virtual room. It's not right. Well, we could expand their VR quarters and add more human communication. Would that work? You're missing the point, Doc. I spoke in jest. In fact, we've already begun researching a prototype child body. But you must realize our lab cannot provide these bodies free of charge. Yeah. And once in physical bodies, the question then becomes how they will live after that. All right, let's pick this up later.
I gotta worry about the brains at World Marshal for now. Yes. Worry about getting that data first. Восточная Германия. Дальше рука и хранилище данных на фазе лифта, когда треножки останавливают лифт. Я так понимаю, надо затянуть файт. Да, там еще будет момент какой-то, прям под самый конец, там будет какой-то особенный киборг, с него что-то падает, и для чего-то это надо. Я не помню для чего. За него много очков, что ли, дают. Я не помню, в каком видео я это видел. По сбору всего на S или что, я не помню. Ладно. Рука и хранилище данных на фазе лифта, когда треножки останавливают лифт. Затянуть файт. Главное потом не профукать его, потому что я там могу. Can you tell me more about the learning program? Like how'd you learn to speak? Through an extensive for the with Одно и то же опять. What did you make unjust mean as you know, thus Ладно. My apologies, Raiden. I seem to have fallen behind. No worries. Actually, I should thank you. What are you talking about? If it wasn't for you, I wouldn't have gotten Jack back. Then, that is your true nature. More or less. Still interested? I find no reason to alter my objectives. From the moment we met, you have acted on emotional urges. You speak of protecting those weaker than you. Such people number in the billions. It is impossible. You cannot save every human being in the world. You cannot save every street child. After extended observation, I have come to a conclusion. Your actions are rooted in affinity for those from similar circumstances as yours. Huh. Guess so. Not much of a superhero after all, huh? However, your emotional status is understandable. Perhaps I share this same affinity. Well, if that's what you feel, then glad to have you along. Roger. Теперь-то новые звонки будут? I have reached the Japanese garden. Please continue on your way. Raiden, are you fully versed in the features of your AR display? Да ладно. It can serve many functions, you know. Do I hear un lecture coming on? A lecture? No, of course not. I'm hardly an expert. Of course, I know the first practical application of the technology was for aircraft HUDs, then head-mounted displays, HMDs. The data could be seen even as the viewer moved their head. As the technology improved, it was integrated into retinal imaging, contact lenses. Soon it became standard issue not just for pilots, but infantry soldiers as well. Of course, with cyborgs such as yourself, the data can be fed directly to the optic nerve. No lecture, huh? Anyway, there's more to my augmented reality than just upgraded HMD tech. Of course there is, Dummkopf. You did not let me finish. Oh, you weren't finished? AR is a much broader concept. It is more a design concept than a particular imaging methodology. It encompasses HUDs, HMDs, any and all manner of visual real-time data overlay. Though recently, some reserve the AR label for virtual objects the subject can both see and touch. For example, your codec menu and zoom slider. Such objects do not exist anywhere in the real world, not even as images. They are fed directly to your optic nerve, so only you can see them. Yet, when you interact with them, sensory feedback is delivered to the nerves in your fingers. It gives you the sense of touching a thing that does not exist. Хочу себе такое. Beats lugging around a sat radio and giant scope, that's for sure. What's up? Okay, save complete. Don't let your guard down, okay? Не, я это маньяк телефонный. Я буду всем звонить. Hey Kev, that piece of shit who killed Imani, is he one of those almighty winds? Yeah. Goes by Sundowner. It's a folk name for this warm air current in Southern California. He's also, well, not the formal head of Desperado, but pretty much their de facto leader. Короче, голова ветров. Born in Alabama, family was poor. Solid student, decent grades, but no money for college, so he joined the army. Says he fought in Panama in '89, then Iraq again, Afghanistan. In 2008, he drops out of the service and starts doing merc work for various PMCs.
He was active all through the SOP years. Built up quite a reputation. Apparently the Sundowner handle comes from all the blood he leaves behind. Looks like the sunset. Anyway, an IED put him out of action for a few years. But then, Cyborg Tech brought him out of retirement. The Army investigated him for possible war crimes. A few times, looks like. Desecrating remains, torturing POWs, some wrongful deaths. No convictions, though. Pretty rosy past, huh? Not that I'm one to talk. Hey, come on, buddy. You know that's not fair. You were just a kid. You didn't know what you were doing. And it's not like they gave you a choice. Yeah. Thanks, Kev. Да, но зато теперь и узнали про Сандауна. Круто. You are almost at the server room, Raiden. Good luck. Thanks, Борис. Спасибо, товарищ, спасибо. Погнали. Погнали, Клифф, туда. Вон они там, дурачки эти, стоят уже, ждут. You can reach the server room via the freight elevator just ahead. Ой-ой. Коробочку мне, пожалуйста, дайте. Или бочка круче. Так, ну то есть коробка и бочка, они без разницы, да? Ну, тут бочка стоит, так что... Ну я гений, конечно. Так, стрим-то идет, надеюсь. Идет, хорошо. Что, погнали на лифт. Уф. Так, тут вроде будут треножки, поэтому лучше бы взять копьем. Сначала обычные. Конечно, слабый. Интересно, почему с такой задержкой? Ну ладно. Ну почему?
Ну, лифт, конечно, у нас бесконечный, это мы помним. Ага. Нормально. Так, сохранение, хорошо. Look up, Reifen! Another freight platform! Look out! Incoming! Опа. Careful, Reifen! The elevator cannot take much more of this! Jump to that adjacent platform! Oh, the platform is losing speed! Scheiße! The tripods are interfering! Reifen! Clear them out of the shaft! Do not let them block the elevator! Сейчас, тут им на помощь пришли, я не могу. Да. Хотя, может быть, можно было еще постоять. Ну ладно. Но все равно S. Значит, в каком это я гайде видел? Сбор всех секретов, что ли? Так, ладно, рука, я, видимо, руку пропустил, если она была. Ничего страшного. Нифига себе, меня почти не. Так, можно мне срочно быстренько убрать этот обломок. Да чё ты, куда мне? Можно мне на птичку, пожалуйста? Ну, одной такой другой. Что я не отрезал? А, еще не готов. Ну, обезьяна, не.
Да, этот удар просто у него... Эх, рука не получилась. Жалко. С рукой было, конечно, получше. Так, ладно, добрались мы до мозгов. Хоть и профессор уже сказал, что они уже с нами. Так, кажется, вот тут был проход. Да. Что, я ничего вроде не пропустил, нет? Ну и здание бездомное. Там, нет, там не, в том-то и дело, что там не бесконечно. После того, как он в какой-то раз говорит, хватит стоять, там все, поражение, в том-то и дело. Я точно помню, я у кого-то смотрел. Я, правда, не помню, что это за видос был. Ну да ладно. Так, это что за терминал? Ой, я хочу убить этот терминал. Почему он зеленый? Ладно. Так, ага, у нас сейчас, я так понимаю, будет... The server rooms ahead? Yes, according to what I have here. What should I expect to find? If they're VR training those brains, I'm guessing it won't look like your typical IT department. Quite right. Most of it will likely be occupied by life support units. Feeding oxygen and nutrition to the brains they have stored, you know. They would also need a server to feed them the VR data, but in terms of structure, it's really more brain storage and maintenance than a server room. But no doubt it makes a convenient euphemism for what they are really doing there. Да. Yeah, like how CIA agents refer to where they work as the company. Indeed. Something like that would never arouse the suspicions of rank-and-file staff who may hear it. And I'm sure those complicit in this operation feel better not calling it the VR training room. Even something so simple as a name can help one ignore the truth of what they are doing. Truly fascinating how the human brain works. So this, whatever room, that's where Sundowner's waiting, right? If he wants a fight, I wish he'd just get on with it. He didn't seem the type to run and hide. Well, he is in charge of security, but I suspect this is not about business. If I had to guess, I would say he is toying with you, testing you, perhaps. Whatever he's doing, it won't change what's going to happen once I finally catch up with him. Нет, сначала надо, что? Правильно, позвонить. You are almost at the server room, Raiden. Понял. Kev, you dig up anything more on Jetstream, Sam? Yeah, actually a bit. Still a lot of missing pieces. I'll take what I can. Right. Full name, Samuel Rodriguez. Born in Brazil, so I guess that'd be more like Samuel Rodriguez. He's actually not one of the Winds of Destruction. He's not even a Desperado employee. Чел в коробке, где VR-миссия. Ага. Ага, понял. Посмотрю. Попробую. Brazil, so I guess... Так, я проверяю стрим, потому что ГГ... Да. Didn't seem like your typical PMC to me. His father ran a Brazilian Kenjutsu dojo. Genjutsu? That's a school of Japanese swordplay. Mm-hmm. A lot of Japanese immigrated to Brazil way back when. They brought martial arts with them. Интересно. Those evolved and became their own offshoots. You've heard of Brazilian Jiu-Jitsu, right? It's their variation on Judo. Brazilian Kenjutsu's the same kind of thing. A different evolution of the old samurai sword skills. Bit of capoeira and some other stuff mixed in. Anyway, I did some digging. Apparently, the Rodriguez dojo was a big proponent of the Uridachi style. Uridachi, aka Setsujinken, the murdering sword. Basically the polar opposite of my sword of justice. Rodriguez Kenjutsu uses kicks, sword butts, even throws. Unpredictable and very deadly. Anyway, this is interesting. Sam's father was killed by one of his pupils. There were rumors one of the cartels was involved, but it's not clear how or why. And after that, Sam disappears for a while, then comes back, kills the guy who killed his dad, and leaves Brazil. He travels the world for a while, taking odd jobs, bodyguard, cleaner for the mob, etc., etc. Made a big name for himself in the criminal underworld, especially in Central and South America. One story has Sam taking out a mafia hit squad, 10 men, all with assault rifles, using only his sword.
Not unheard of for a cyborg. This was back in the early 2000s. Come on. He did that without enhancements? And pre-SOP? That's the story anyway. And he's a cyborg now, so he can only be stronger. Not to freak you out or anything. I told you, Kev. I got a reading on his fighting style from last time. And my body's been upgraded. I'll be fine. Yeah. No. I know you will be. Круто. Кевин самый интересный собеседник, блин. Что-нибудь еще Hey, осталось? Kev. You have anything on that sword Sam was Амурасами. using? Давайте Didn't поговорим. seem like your garden variety high-frequency blade. It's not. It's a samurai sword. The real deal. Нифига себе. 16th century make. Handed down in his Зачем family он ever его сделал since. высокочастотным? Sam had it recast as a high-frequency blade. Doesn't say by who. А ничего, что Is там this something I need старый to worry металл, about? типа, Maybe. мало того, что плохого You know ствола, the так еще и basics of sword крошится. making, right? The harder the metal, the better it cuts, but also the more brittle it is. So a sword's gotta be sturdy, but also just pliable enough to absorb shock without breaking. Walking that line, striking that balance, that's what makes sword crafting an art. Japanese swords fuse different types of iron, each Ну, with different естественно, amounts везде. of carbon. Они такие Different чистые, levels как of современные flexibility, in other спалы. words. So the blade can be tough and razor sharp. And that gets multiplied when the sword gets the HF treatment? Понятно, но там Yeah, должен быть... basically, the high-frequency Не, а вы что? upgrade sets the blade vibrating really, really fast, right? That vibration acts on the electron shells of atoms in the sword and the local electromagnetic field. When Ну, the не совсем EMF так achieves работает, это скорее resonance, то и the другое. blade's Ладно. bonding is strengthened. At a quantum level, it's like the entire sword is made up of the exact same particle А type. ты чё? It also disrupts any atoms it comes into contact with, Разрушает say, атомы. those that make up the Ну, target. так Their не electron работает. clouds shrink from exposure to quantum decoherence at the Planck scale. Чего? In other words, it electrically severs the bonds that keep the target's atoms together. Ой, алхимическое You разложение, lost блин, me нет, around это the так не EMF работает. part. And that's the dumbed down explanation. Да. To be honest, even I don't understand all the details. Point is, an HF upgrade is like an amplifier. Да It ладно. multiplies what's already there. So Sam's badass blade might give him the edge. I mean, you know what I mean. The original sword was really that good? Sounds like it. Says here it's a Murasama blade. Murasama. Sounds familiar. One of the top 10 best-known sword makers worldwide. Да ладно. Easy. In Japan, he is legendary. They say his swords thirst for blood, that they choose who will wield them, you know, that sort of thing. Ой. Ooh, now I really am scared. I know, right? Так, теперь как это понимаю я? Ну, во-первых, да, скорее всего, он и механически колебается очень, на очень большой частоте. Это, во-первых, скорее всего, то есть непосредственно вибрирует. Во-вторых, я так думаю, что все-таки на него так или иначе подаются просто переменные токи под какой-то там нагрузкой. Вот. И таким образом в нем еще и переменный ток тоже большого там напряжения, большого и мощности возникает. Все-таки я думаю, что главная загвоздка, так сказать, преимуществ этого мира все-таки самые крутые миры, которые панки, у нас на чем строятся? На превосходстве того или иного вида энергии. Будь то там это стимпанк или киберпанк. В нашем случае, я думаю, у нас вот эти супер аккумуляторы, которые с какими-то непонятными электролитами, которые являются жидкостями, при этом в себе хранят заряд. Вот. И которые при этом вот так вот интересно хранятся вот в этих хребтах. То есть я думаю, что вся загвоздка вот в том, что у них изобрели вот такие аккумуляторы, и они дают им легко переносить вот огромные мощности электроэнергии и, соответственно, запитывать от них вот эту всю электронику сложную. Вот, в том числе и этот меч, тратя на него очень много энергии, что вот аж вот этот дополнительный специальный аккумулятор энергии Райдена так быстро на них тратится. На него, то есть, на вот эти колебания, то есть, ну да, на них. Вот, и уже из-за того, что там и так и сяк оно быстро то, во-первых, оно будет станить всех, во-вторых, разогревать и кромсать, собственно говоря, металл, видимо. Ну и все, что мягче, хрупче, как сказать-то, менее твердо, чем металл. Тем более, вот. Но все равно, но, конечно, остаются. Ну, скорее всего, примерно так. Плюс оно еще, скорее всего, горячее тоже, опять же, чтобы плавить это все. И опять же, тогда вопрос с Мурасами. Ну, не может быть это не как там меч 16 века из оригинального сплава, какой бы он там на тот момент крутой не был. И чтобы вот он сейчас и так вот это вот. Скорее всего, его, ну, по крайней мере, покрыли слоем какого-нибудь более нового сплава.
Плюс нужно как-то в него вплавить эти электроды, чтобы по нему гонялось тогда переменное напряжение, если это именно оно. Ну или во всяком случае, чтобы там местами были какие-то электромагниты, чтобы по нему там тоже гонялись вот эти дополнительные индукционные или какие-нибудь иные токи. Вот. Короче, вот так я думаю насчет этого. Будем считать, короче, что Кев не разбирается, вот и все. Так, я надеюсь, стрим-то идет, или я тут объясняю в пустоту, чтобы по нему там... Нет, не идет в пустоту, хорошо. Так, где VR-миссия? Чел в коробке. Чел в коробке, где VR-миссия? Чел в коробке, где VR-миссия? Так, карта тут есть? Есть. Ну, тут больше некуда идти, зачем спрашивается? Тут еще там. Ну. Так, что у нас сейчас будет? Места лимуслом? Ясно. Да, Мистраль. Так, а где VR-миссия-то? И чё в коробке? Вообще-то, да, вообще-то. Он все неправильно сказал, это так не работает, да. Вообще-то. Все именно так. Так, ну привет, Мистраль. Mistral. No. A spare body if I had to get slightly controlled by an AI. Задолбали. Сейчас я возьму копье, как у тебя. Где он? Видишь, Мистраль, я использую твой же шест круче тебя.
деньги, все насобираем. Вот, тратится. Назад. Да, сложнее всего назад заблокировать. Так, убрать нафиг. Я не вижу нифига. Где он там? Все. Аннигилировался. У лифта. Где авиамиссия? Так, у лифта. А где лифт? Я уже пропукал, получается? Ну ладно. Так, ну чё, Сандаунер? Привет. Don't disrupt the students while class is in session. I believe you're familiar with the lesson plan. The same regimen you went through in Liberia. Effective program. Just look how you turned out. Of course, running it in the real world just got a bit too complicated. Doing it virtually, though, no fuss, no muss. Straight to the brain. It's like a dream. Well, maybe dream is the wrong word. They do kill some POWs, some civilians. They enjoy it, though. We give their pleasure centers a nice big jolt every time. Plus, they get a shiny new body as a graduation present. Another thing you have in common. I chose this. They're kids, you son of a bitch. And kids are cruel. All people are by nature. They just lose touch with it as they get older. Start thinking they know right and wrong. That's immoral. War crime this, code of conduct that. Kids, you can mold, manipulate into performing all kinds of atrocities. And there's nothing like a good atrocity to keep a war going. That's why I'm shutting you down. You just don't see the bigger picture, do you? Say you bring this whole place down. Waltz out of the rubble with all these precious brains. Nothing changes. All the guys in charge are long gone. We've got offices around the world. We're just suppliers.
We don't create the market for war. And who does? The Patriots are gone. Those guys just manage the war economy. They didn't invent it. Did you think every battle in history was all part of some big old conspiracy? Bullshit! War is just part of who we are. Why fight it? Anyway, none of this will matter in 3 hours. Demand for PMCs is about to skyrocket. Like the good old days after 9/11. What are you talking about? Not here. Follow me. Ну-ну, ща, все залутаю еще раз. Надеюсь, я еще помню, как тут бегать. Да потерпит сандаунер. Никуда он не денется, этот сандаунер, он сдохнет нафиг. Сандаунер, дебил. Хороший ветерек был. Нет, блин, ладно. Так, там с другой стороны еще ящик был, но я сначала здесь оббегу. А где? Ящик был, я помню. Обманули, ящика нет. А где есть? Только там. Значит, там было это синий. Так, ну чё, к сандаунеру? Теперь беги налево по мосту, если смотреть со стороны, откуда ты пришел. Ну так я там уже был. Все профукал. Ну не все, но профукал. Так я вроде там уже был, я вроде собирал уже там сундук. Потому что вон тама. Короче, с другой стороны, вот отсюда. Был еще там один сундук, он вроде был как раз синий. Я его уже собрал в тот раз, я помню. Это же он? Или куда еще? Или я что-то еще и забыл? Вот я бегу налево, в смысле направо. Но я опять прихожу ну сюда же, куда еще? Беги. Ну а куда еще? Тут ничего больше не показывается. Вот тут и ничего нет. Куда еще бежать? Так собрал или не собрал? Ну, значит, собрал. Ну, все. Значит, идем дальше. Музон здесь, кстати, ничего так играет. Надо будет потом скачать, поставить куда-нибудь. Ну, не спеша идем к этому сандаунеру. Сам не справится, что ли? Тут можно куда-то залезть. А, стоп, сюда и надо было. Тут что? Тут VR-миссия, которую я уже собрал. Тут еще ящик. А, это обычный ящик, ладно. Где хеликоптер? Я сейчас этот хеликоптер. Выстрелю нафиг. У тебя сандаунер тоже. Что будет, если я по нему сейчас выстрелю?
него... Или он неуязвим сейчас? Ему по барабану, да? Так, я помню, что тут еще вот эти есть. Ну как оттуда выйти? Никак? Пожалуйста, не заруинь вторую фазу. Я попытаюсь. Че, может хилку скипнуть? Ну ладно, может обойдемся без нее. Ну чё, привет. Little Child. Внутренний. Жестокий. How's this, Jack? We can play up here without damaging the merchandise. What happens in 3 hours? Don't matter. You're too late. Even at Mach 2, you wouldn't make it. And killing you is gonna take some time. Slow and Зато мы тебя убьем быстро, но все равно больно. You can be cooler than that, Jack. Да, я опоздал. Да что ж такое-то? Какой я умный, ладно. Я не успеваю. Я не отрезал, да? Я хочу прожать рестарт. Я что-то все заруинил уже. Вообще, совсем. Хотя, ладно. Я вообще не туда нажал, да? Короче, мне надо что сделать? Мне надо поставить электролиты. А кто меня выставил? А, хеликоптер, спасибо. Ну, один отрезал. Вторая кнопка. Да блин, ну почему? О, есть. Так, я, пожалуй, это... Так, это надо было уворачиваться, ладно. Да в смысле?
прикроешься, нет? Я хочу нормально до второй стадии дожить. А он не хочет. Зачем я пакет электронитов тогда тратил? Он отрезался или нет, я не пойму. А, круто, я все пропустил, молодец. Ну, как этим целиться вообще? У меня хилки кончились. Ну, одна осталась. Да почему? Ладно, надо, чтобы опыт. Я понял. Да? Да ты дебил, а? Ну ты... Как ты целишься нормально? Круто. 0 хилов, здорово. Я за краешек задела, ну... Я, походу, уже все заруинил. Я не успеваю. Давай, иди сюда, иди. Ну, в смысле? Я не понял. Ну, круто. 13% осталось. Ну, хоть так. Но уже без хилок. И на 20% у него самого. А ему пофиг, что я тут так же стою. А, все, да? Круто, у него там капля хп, получается, оставалась. Ну что, это считается, что заруинил или нет? Вопрос. Считается, что заруинил или нет? Ну, один раз я от него отбился и все. Ну ладно.
Playtime's over, Jack. Time to die. А, у меня же было еще... Ну ладно. Как он, не с помощью... Я вот еще почему думал, что там имеет место переменный топ, он же еще при помощи меча управлять может. Не видно нифига. Да ты дебил! Круто. No. Ну зато хп восстановили. А, там, да. Ладно. В смысле? Круто. Так, сейчас еще какой-то КТЕ будет, да? Получай, дебил. Убегать у него там. Все, получай. What happens in 3 hours? He'll launch Operation Tecumseh. Круто эти осколочки разговаривают, конечно. I've already said too much. I have a call to make. Got yourself shaving? Asshole. He's good. Real good. You knew this would happen, didn't you? Well, you get your wish. Up to you now. Sam. Raiden here. I've taken Marshall HQ. Yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Right. What Sundowner said. I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh, shit. The War on Terror Part 2. Contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels would take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Marshal? Then we have to get there first. Невозможно. Impossible. It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. That's... Mach 23 if we're talking 1 atmosphere. 17,650 miles per hour. That would make Pakistan in under half an hour. Right. Contact Solus.
Да. Заруинил, не посмотрел его атаки. Ну как, начал только смотреть. Ну что я сделаю? Я пытался. В прошлый раз я вообще не понимал, что надо резать. На этот раз я просто не успеваю прицелиться. Дальше рука и хранилище, которое спрятано в мусорке. Ай, ладно. Ладно. На супер харде потом будем мучиться. Но я возьму белый костюм, видимо, к этой главе. На 10 хилок. Прям сейчас куплю. Ну, вперед, давай. Так, во-первых, купим его клинки тогда. Во-вторых, тело пока что еще возьму белое, но пока не буду его ставить. Кстати, мне на читерский меч хватало. Ну да ладно. Так, умение новое. Что-то с этим, что ли? Да. Рано пока. Так. Еще я что думаю? Я хочу добегать все-таки с обычным клинком. И у него тут, кажется, апгрейды оставались. Надо их это взять. На этом, наверное, все. Так, время час ночи, нормально. Так, все. Едем дальше, едем в катсцену. Самая странная катсцена пошла. Cargo's all set to go, sir. Excellent. Commencing takeoff in semi-auto mode. This kind of space launch once required days of preparation. Solus has been conducting test flights almost every day for the last 6 months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight no problem. Amazing. The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Kármán line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Scheiße! 2 bogies closing fast! Is it? Who else? The flight pattern suggests unmanned MQ-320s. Shit. This is a transport chopper. Our defensive options are limited. Missiles incoming! But not strong enough to take out the drone. Here they come. I'll handle this. Raiden, have a nice flight. People say Germans aren't funny. Chopper around.
уже этот начал самый Okay, I'm coming back. This is easier said than done, you know. Very good. А если он с небоскреба падал, то он умирал. Теперь мы будем выжить. I am sorry, my friend. Your sacrifice will not be forgotten. Да. That was quite the fall, Raiden. I'm glad to see that you are all right. It's time you got out of Denver. Как они метки кидают? Ты не успел. Ладно. Не получилось, точнее. Ладно. Ну что я с сандаунером сделал? Ничего страшного, ладно. Raiden, are you all right? I can handle this. You just get those brains out of here. And what will you do? Get out of here and to the launch site. Ah, the young ladies' company, yeah? How fortunate they are in Colorado, too. Yeah. Shouldn't take more than 2 hours with a set of wheels. Guess I'll just have to borrow some. A lot of cars got abandoned when the evac order came down. But won't the roads be blocked? If you are struck by one of those missiles, or... I know. Let me just worry about putting some distance between me and World Marshal. What's left of it. Что-то вот чувствуется какое-то это... А, так, хранилище в мусорке. Да. Что-то чувствуется какое-то неудовлетворение. Надо что-то сделать. Или на супер харде пытаться нормально его пройти. Ай, ладно, фиг с ним, все. Сегодня допроходим до конца хард и все. Без разницы. Так, мусорка. Это что-то не... Вопрос, где мусорка? Вопрос хороший. Я коробочка. Я бочка.
сейчас будем в помойку ковыряться. Да, отлично. Они всегда так радуются, когда пройдешь что-то по стелсу. Слэшер, ориентированный на стелс, круто. Так, где мусорка, где мусорка, где мусорка? Не вижу мусорку. О, выносливость +1, круто. А ХП где? Это что такое? Это кусочек сундука типа или что это? Полетел левитировать. Интересно. Ну ладно. Можно это попробовать? Можно. Вот за этим трамваем, поездом была мусорка. Ага. Остановка, в смысле? Эх, жалко попробовать. Где, здесь, что ли? А, во. Здесь, что ли? Да, реально здесь мусорка. Нашел. Спасибо. А ну это, дай мне билет. Самый крутой билет. Самый крутой уровень. Не дал, ладно, ладно, хотел смешно пошутить, не получилось. А чё ты? Мне казалось, будто я еще что-то не собрал. Во. Теперь у меня сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять. У меня что теперь? Сколько у меня получается теперь? Много, короче, ладно. Так, что, я все собрал? Видимо, ну погнали дальше. С этим никак же ничего сделать нельзя, да? Да это пока сами спрыгнут. Я бегаю, потому что я думаю. Можно ли с ними что-то сделать? Можно попробовать это. А, нет, только он спрыгнул. Ну, он один. Хорошо.
Я ХП получил плюс 10. Блин, руку прохопал. Эх, чуть не попал. С. Ранг. Right, Harry. It may be an RLB, but it still needs time to accelerate and decelerate from first contact velocity. Could require more than 30 minutes to get to Pakistan. Так, что-нибудь тут еще есть? Нету? Эх, нарисованные эти. Вот это как-то. В конце зайди в дверь, ведущую в метро. Вроде ты там не лутал. Во-первых, я лутал, ну там, где обезьяны. Это эта дверь, да? Потому что если это, то я там был. Ведущая в темное метро. Чтобы вспомнить, где она. I've located a route with relatively light security. I will mark the heading on your Soliton radar. Ну, да. Хорошо, только это та же дорога, которой мы уже шли. В смысле она попала? Как делать? О, чел какой? Успел.
Так это... Только я не помню, было ли это метро. Ну, вроде это было метро, да. Я там летал. I will join you in Pakistan. I will find a way to exit the helicopter. Proceed out of the city. I will contact you when I am on the ground. Что, не заметил меня, нет? Вроде надо меня замечать, ладно? Посолю в бочку. Вот, правильно. Как ты цепил? Как у меня эта кнопка так нажалась? Я пытался все спрятаться обратно. Непонятно. Так я лутал там или не лутал? Все, сейчас уже я переменять не буду посередине. Передумал. В следующий раз не знаю. В итоге все вырубилось. В смысле все вырубилось? И на ГГ, и на Ютубе. Ну так понятно, потому что... Не понял. Ну да, так-то да. Вырубилось и на ГГ, и на Ютубе, потому что для того, чтобы ГГ перезапустил рестрим, нужно запустить стрим на него, собственно говоря. Взял, удалил, ладно. Короче, ладно, сейчас еще пока посидим с ГГ. Завтра посмотрим. Может, уже только на YouTube тогда. Ну, наверное, да, завтра тогда только на YouTube. А ВК качество трансляции лучше сохраненных. YouTube пережимает, как невесть как. А ВК все 7 мегабит оставляет. Не. ГГ, тварь, ладно. Лучшая игра в МГРе. Так, ладно, я так понимаю, мы прошли уже здесь все. Ух, нифига себе. Вот это погром.
аккурат считается. Ой. Круто. МГР взял, вылетел. Я ничего не делал, я ничего не нажимал. Крутой репак. Взял, вылетел. Я, кстати, ни разу не позвонил за весь Денвер. Надо исправить. Надо позвонить. Может, объяснят, как это он так приземлился и почему это доктор при этом все равно ему... Доктор ему все равно респектовал. Ё-моё, я говорить нормально разучился. Как-то отрывочно говорю. Ну ладно. Да, давай, раздевай глаза уже. Все, быстрее давай. Не время спать. Сон для слабаков. Вот сидите и играйте. В смысле, так стрим-то здесь. Завтра поиграю во что? Что такое гейм? Я пирачу только дорогие или для чека игры. Я буду пиратить все, что не требует это как бы, ну, для игры непосредственно онлайна, то есть мультиплеера. Вот, потому что в остальном случае я считаю, что я слишком бедный. Ай, блин, все арбузы восстановились. Я их резал. Ладно, я порежу еще раз. Звук как будто громко стал. У меня такое ощущение, будто звук громче стал. Интересно. А что значит центрирование по карте, блин? Ладно. Давай за Спанч Боба 1К я не собираюсь. Да не будет никак... Я и сказал, я не буду стримить Roblox. Все. О, ящик заплатил. Опа. Деньги. А чё цель попал? Интересно, основа вылетит? Нифига себе. О, все ящички восстановились. Может, еще хилку найду. А, я могу тут все пробежать. А я не против. Утешительный приз за это. Ну как его? За фейленного сандана. Что ж такое? Собери ты уже, ё-моё. А, все, не везде можно пробежать. Больше так не буду.
какой красивый пейзаж. С небом вот этим сероватым. Ладно. When the sun sets, we will not forget the red sun of our paradise. Мы услышали сегодня. Эх, ну ладно. Так, я ничего не пропустил больше. Я Спанч Боба получил за подписку бесплатно, поиграл минут 20, может больше, а потом меньше и забросил их. Жаль, что Роблокса не будет. Не будет. Вот смысл в Roblox играть, если есть хорошие синглы и мультиплеерные игры. Я наигрался в Roblox, все, я больше пока не хочу. Да, вот этот вот Garden My Hand ваш, конечно, это здорово, но я не хочу, все. Там даже ничего красивого не создать, движок слабый. Ну можно, но это, во-первых, будет проигрывать многому другому. Ну типа зачем? Хотя люди стараются что-то красивое сделать. Ну да. Ну блин, да. Короче, я хочу играть в то, что я хочу, поэтому сначала у нас МГР, потом кое-что еще. Так, вон еще коробочка. Вот еще штучка. Еще ничего не собирается никогда. Райден Шива. Ну все, цитрус базу выдал. Ой, во-первых, я прочитал половину того, что улитка сказала, во-вторых, это как бы более базировано, чем база. Блин, я же хочу спать. Ну ничего. Я позвонить забыл. Эх, ладно. Ладно, сейчас еще раз встретим с Сэмом, потом совесть, потом... I need your... Thank you for your cooperation. Побег из Денвера. Асап. Поняли? Асап. Береса и сильная атака в игре бесполезна, проще слабую спамить. Да понятно. В смысле проще слабую спамить? А я всегда сильную спамлю. Ладно. Цитрус Сигма. Ой, шуточки эти. Ну фиг с ними, ладно. Кстати, думаю, надо кинцо некоторое посмотреть, которое там так или иначе стало чем-то интересным, в том числе вот этот американский психопат тоже интересно, таки в чем в нем было. Выглядит красиво. С точки зрения картинки, вот по тем мемам, что есть, нам посмотреть целиком. Ладно, убери. Так, Саи уберу сейчас, естественно. Саи. Хотя, против Сэма они выглядят прикольно, потому что можно в прыжке с ним встречаться. Ну, уберу посередине Сэма. Так, плюс чуть-чуть денежек. Сколько у меня там денег? Может, читерный меч купить, а? А, не, еще не хватит на читерный меч. Ну, фиг. Anyway, не собирался пока. Так, что я сюда захожу, как будто есть варианты. Та-та-та-та-та. А, ну Саи можно прямо здесь убрать. Ну нет, я уберу потом на Сэме.
насмотрятся своих тиктоков и начнут словам придумывать вторые значения для крутости. Да-да-да, именно так. Ну, кинцо бы я посмотрел, если бы было время. И энтузиазм. Но вместе что-то нет. Ну да, едем. Хотя какой-то довольно странный вид, что ли. Или это вообще мопед. Хотя, не знаю, ладно. Не шарю в ездящей технике, так что... Эх, красиво. Но это, конечно, не Самара. А Самара это говорит. Having a little heart-to-heart? I have analyzed his words and actions. I am unable to ascertain his motivation. Fancy meeting you here. You knew I'd come. I suppose I should thank you for not killing everyone at the launch site. Well, not if you say it like that. For a hired killer, you're not very good at your job. The war is the big payoff. Right. Big raises all around once World Marshal gets all those contracts. I'm not talking about money, Jack. I'm talking ideals. Excuse me? Forget it. We've both heard enough speeches about higher causes by now. History will decide who's right. End of story. Кинцо или сериалы? Я не знаю, но по идее это кино вроде. Я не знаю. Я даже не гуглил. Просто, опять же, я видел эти мемы, отчасти интересно. Ну и, собственно говоря, это видео, кажется, было на этом, ну, канале про мемы. Полутораминутный, откуда вообще этот мем с Сигмой пошел. Вот оттуда. Сериалы-то я сейчас точно. Тем более с человечками, так сказать, именно сериалы. Аниме, может быть, соберусь что-нибудь посмотреть. А вот сериалы с человечками вряд ли. Ладно, у нас тут разборка в полях. В самом сексуальном мужиковом мире. И кем бы Райдена назвать? Не знаю, ладно, не смог придумать быстро. Но оба запутались в своих целях. Поэтому there will be blood shed. It's the only thing I ever know. Huh? Oh, good. Why, that's very good. Oh, good, прям как Крока сказал. Ладно. Yes, I like that. Must you really fight? No. But they will do. Because they're both strange. Don't interfere. They're. Ну, со мной сила мусона немножко будет. Но я потом уберу их. There will be blood. And it ends here. Okay. Let's Let's dance. dance. Ну ладно. Just you and me. Maybe I misjudged it. Ну нападай. Черт стоит. Я сейчас устрою хоп. Да, надо это сразу поставить. Потому что это прикольно. Потом кинуть нужно будет. Для красоты. Ну чё стоишь? Давай, нападай.
Да ты чё? Прикольно. Интересно. Ну что ж такое-то? Я не хочу тратить силки. Ты чё? Почему не заблокировал тебя? Ладно. Да в смысле? Слепой, ладно. Да. Босс-файт Сэму заставляет тебя парировать в фазе кулака.
В идеале уметь всегда парировать, но требует только в этой фазе. Ну, требует там. Ладно. А как во все тяжкие? Ну, во все тяжкие, там их тоже много. Это, конечно, здорово, но вряд ли я их соберусь, просто потому что их много. Вот. Ну и аниме длинное я тоже не буду собираться в ближайшие полгода смотреть уж точно. Или «Слово пацана», ну неплохой сериал так-то. Я не знаю, меня так бесит, что все вокруг о нем разговаривают. Не знаю. Меня бесит вот это вот обсуждение криминала какой-то. Ну там, конечно, не только про криминал, но тем не менее. Только и идут разговоры о том, кого убьют в следующей серии. Что это, блин, за ментовские сериалы из телека на максималках, блин? Романтизации нету, а спрос большой на него, потому что у нас в стране возвращаются 80-е, 90-е. Вот. И без того плохо, еще вот. Ладно. Так, ну босс-файт с Сэмом, ну как получилось, ладно. Пофиг. Сейчас еще Армстронг впереди. Все, я спать пойду. Ну иди. А мы тут еще будем 100 лет торчать. Ну прости, Сэм. Ну ты сам напросился, в том числе. Barely had any cyborg enhancements. Was this outcome necessary? Evidence inconclusive. I guess even AIs don't know everything. It is likely no single correct answer exists. Additionally, human conflict stems from opposing ideals and societal norms. I was not programmed with these guidelines. You're better off figuring those out for yourself. ID locked. A VT7 high-frequency blade. The efficacy of the enhancement directly correlates to the quality of the original weapon. My file indicates Sam inherited the sword from his father. Going to bury it? I will retain it in memory of Sam. Right, we have less than 1 hour. Hurry! Roger that. И побежал. Да. Ну, в целом, наверное, ничего менять не буду. Так, на этот раз не забыть позвонить. Надо сразу. Опять этот смешной мужик. Господи, какой... Да. Are you, Mr. Ryden, sir? Здрасте. Не нужна ваша помощь, я сам продавлю, куда мне надо, да?
Так, Саня Кавказка, кстати, не похоже что-то. Ну как, ну, Райден тоже на либерийца не похож, так что нормально. Повесточка наоборот. Where is she? I'll tell her you've arrived. Over here! Hi there, stranger. Hey, you're looking good. Aw, who's your little friend? Oh, it's a long story. Shake? Good boy! I guess we don't really have time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. Она не альбинос ли? У нее, хотя у нее глаза вроде... So exactly what kind of... You'll see. Хотя... Не знаю. Так-то... Ну я не всех, конечно, народов не знаю, но тем не менее, да, действительно очень. Yep. Вот он, Солис, Спейсинг, что там было написано? Hybrid lace ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? Right. Hey, thanks, Sonny. Hmm? Go. Please switch off all cell phones and portable gaming devices. And remember, this is a no-smoking flight. Roger. Ready for countdown. No time for that. Ignition! Человек прикол, человек анекдот, ладно. Еще громче поржал, ладно. Я все чекаю это, чтобы стрим шел и комментов не было. Были, то есть, ладно. Шабазабад, Пакистан. Это они каждый день такие посадочные модули тратят. Нормально. Не посадочные модули не каждый день. На райде не жалко. Well, anything? Nothing. You sure we got the right place? Gotta be. It's the only base big enough with security contracted out to World Marshal. All right. I'm headed in. Нет, я позвоню сразу. О, да, Саня. This is Boris. You have landed in Pakistan? Yep, amazing. That Sunny is really something. She is genius. I've not seen her for quite some time. She is well? Pretty good. A lot, sunnier than she used to be, for sure. Like day and night from when I first met her. Ah, that was a difficult time, yes? But I'm glad she's better now. It's a good thing I got to her when I did. I used to not like thinking about all the stuff that was going on then. But now I kind of miss those days. Sadness is not like the ocean.
Someday you can drink it all up. It's a Russian saying. People, they always try to beautify the past as a way to cope, yes? But I know it was not easy for you. I'm sorry for all the trouble. Nah, I wouldn't have gotten her out without your help. Pretty wild to think that was my first job with you, huh? Duh. Certainly I was not expecting to work with you for so long. I remember how surprised I was hearing about you starting Maverick. Well, I could not just abandon the PLA. Really, I think I was more surprised you decided to join us. Yeah? Well, you caught me at the right time. I didn't exactly know what to do with myself. You know, Boris, I think Sundowner was right in a way. Killing the Patriots wasn't enough to end war. It didn't create this big, happy utopia. But you know what? Seeing Sonny doing so well makes me damn happy the Patriots are gone. Yes, I can imagine. You saved many lives. But now here we are, all over again, huh? Indeed. My apologies for putting you through all this. I knew what I was in for. Riding out. Так, будем слушать дальше, потому что мне надо чего-нибудь пожевать срочно. This is Boris. You have landed in Pakistan? Yep, I'm not pretty, like, it's a place. said people, but Nah, pretty, well, really? Yeah, you know, kill it, but you, Yeah. but now, I knew. Right. Our enemy has multiple options for striking the president in Pakistan. At the base after landing, while in transit within the country, during the meeting. But if Sundowner's right, they're gonna strike within 3 hours after you killed him. Which means they're either gonna attack Air Force One, or they'll wait until he lands. I kinda doubt there are any Pakistanis on board Air Force One, though. It's not like in the movies. They never let foreign press on the flight. They could try to shoot it down from afar, I guess. But anything the Pakistan Air Force could deploy would show up on US radar instantly. Which means their best bet at kickstarting another war on terror would be post-landing. They're probably set up for the assassination over at the base. You better get moving. So the president's visit to Pakistan, it's meant to build government ties, right? Right. You probably know this, but there's a region on their northwest border called FATA. Stands for Federally Administered Tribal Areas. The central government is... well, let's just say they're not entirely in control of that part of the country. Right. It served as the base for all kinds of armed groups over the years. Uh-huh. The US started staging cross-border raids there at the turn of the century, chasing after combatants that fled out of Afghanistan. The Pakistan armies tried to work with the US to confront them from both sides. But that only escalated anti-American sentiment within the FATA. You can only get away with so many botched civilian strikes after all. I thought that post-SOP, the US, pretty much pulled out of Afghanistan. You know, after all that anti-war economy stuff broke out. They did. That put an end to the FATA strikes, but definitely not the anti-American groups. Now their anger's channeled towards the pro-US central government instead. Wouldn't this visit just enrage the FATA groups even more, though? I know President Salam's pretty much on the American side. Yeah, but Salam doesn't care. He's got no interest in dealing with them. He wants to get the FATA back under control, and I guess he wants America's help doing it. And how do his people feel about that? It's pretty much 50-50. A lot of people hate the US, for sure. But a lot of others have been directly affected by the anti-government suicide bombings, too. There's definitely some deep-seated support for helping the US. But only if it means ending the violence once and for all. Sounds like we could see civil war here any moment. What about their intelligence bureau, the ISI? How do they feel about all this? They haven't commented, publicly. People are always saying how much bad blood there is between the ISI and the civilian government. Oh yeah, there are stories all the time about their involvement with insurgents or terror groups. Depending on how the ISI acts, things over there could change pretty damn quickly. No wonder Armstrong chose this place. It's like one big powder keg. Да уж. Hey, Raiden? You know, Sam, he looked... almost happy. Yeah, crazy bastard. He put everything he had into that fight. Wanted to kill me so bad. But once he saw how the fight would turn out, it was like... the thought made him smile. Of course, I guess if he didn't mess with you in Denver, you wouldn't have... well, you know. Monsoon would have killed me. I would have never lived to fight Sam.
So why'd he do it? Did he think he'd break you for good? Who knows? Maybe waking me up was his plan all along. Yeah, I don't know. But there was definitely something going on. He had plans for you. Guess now we'll never know. Yeah, he's gone. But I'm not. And there's still work to do. What do you think President Hamilton's trying to accomplish with this visit? He had to realize it'll rile up Pakistan's anti-government groups. Hard to say. He could be trying to rebuild America's image with the Pakistani people. You know, pledging financial support and all that. But is President Salam looking for military support? I kind of doubt most Americans would be willing to fund more of that kind of effort. There's a lot of strong sentiment against the war economy, especially now that the Patriot censorship is dead and gone. Besides, the recession's got a lot of people looking to cut the military's budget. True, but nobody wants to be soft on terror. I mean, one incident's all it takes to make the pendulum swing the other way. One incident? Just like what Armstrong's got in mind. Another possibility is that Hamilton's visiting just to test the waters. You know, see how the American and Pakistani people respond. Hamilton is a pragmatic guy, to put it nicely. To put it not so nicely, he'd strip naked and dance on his desk in the Oval Office if he thought it would boost his poll numbers. В овальном кабинете. Секс на столе. Armstrong used to play football? Apparently. Quarterback for the University of Texas, so he must have been pretty good, too. So the star quarterback turns big-time politician, huh? Guess he'd have no problem dodging shoes from angry protesters. Well, it shows he's always been a leader, one way or another. He's obviously not some dumb jock, or this would be a lot easier. Yeah. Too bad he didn't go pro, right? We wouldn't even be having this conversation. They would have chewed him up and spit him out. He looks strong for a politician, but nothing too serious. Definitely no wind of destruction. Well, sure. He's not exactly a seasoned fighter, either. Didn't see any action with the Navy, and you know he can't be a cyborg. A public figure couldn't hide that for long, not with current tech. Yeah, he may be an asshole, but he shouldn't be much of a threat. Well, he wouldn't be in Pakistan, in any case. I'm sure it's all being run by underlings and cronies. No trail to lead back to him. Too bad. I was looking forward to killing him with my own two hands. We can't go around killing civilians just for being evil, Raiden. We're not even at war here. Just stop the assassination attempt, Raiden. One thing I've been thinking? Sam and the rest of the Winds were all in the U.S. Maybe they didn't expect any major resistance over there. Or maybe they left security up to someone else. Maybe so. If it's a cyborg, I hope his insurance is paid off. It's a pretty weird hilt Sam had on his blade. It had some kind of explosive charge built in. Helped him unsheath quicker. A cheap trick if you ask me. Maybe it was, but he did cut your arm off. Besides, if you get down to it, just being a cyborg's not exactly fighting fair, is it? Maybe not. But I'm not saying any and all science isn't fair. It's weird how the blade pointed downward, too. I thought samurai swords always pointed up. It could be to help him unsheath it faster. Maybe it's part of the original Uradachi style, or something Rodriguez invented over in Brazil. An underhanded blade for an underhanded fighting style, huh? I like it. You know all the rules of football, Kev? Huh? Well, enough to watch it at least. Why? Just curious. I can never keep track of everything going on. All those rules. It's not that complicated, Raiden. You never watched it? Actually, you ever watched any sport? What can I say? I'm a man of culture, Kev. Give me a good movie over some dumb game any day. Culture? Oh, the sensitive, artsy cyborg type, right? Right. Anyway, basketball's more my speed. Get the ball, put it in the net, 2 points. Oh, yeah, because that's all there is to basketball. I swear, you crack me up sometimes, man. Баскетбол. Согласен. Баскетбол круче. So the president's visit to Pakistan, it's meant to build government ties, right? Right. You probably know this, but there's a region... Right. It served as the base for all kinds... Uh-huh. The U.S. started staging cross-border raids there that the Pakistan army has tried to work with the U.S. to confront them from both sides. But that only escalated anti-American sentiment within the FATA. You can only get away with so many botched civilian strikes, after all. I thought that post-SOP, the U.S., pretty much pulled out of Afghanistan. You know, after all that anti-war economy stuff broke out. They did,
That put an end to the Theta strikes, but definitely not the anti-American groups. Now their anger's channeled towards the pro-US central government instead. Wouldn't this visit just enrage the Theta groups even more, though? I know President Salam's pretty much on the American side. Yeah, but Salam doesn't care. He's got no interest in dealing with them. He wants to get the Theta back under control, and I guess he wants America's help doing it. And how do his people feel about that? It's pretty much 50-50. Не, говорил There's уже. definitely... Sounds like we could see... What about their... They have... People are... Oh, yeah, depend... No one... Так, все то же So самое the будет. president's visit... Right. Да, всё. Uh-huh. They did now. Wouldn't I know... Yeah, he won't... And how... Yeah, there's... So, what about They have... people... Oh, yeah, depend... No one... What's up? Я хочу наговориться прям. Сидит потно кушает. Все, накушался. Теперь я сижу потно You mind if I слушаю. ask what's she like? Плотно. Oh, Sonny? I don't know. Kind of a child prodigy, I guess. You're the one who rescued her, right? From the Patriot lab? Yeah. Well, it's kind of a long story, but in the end, yeah. Then she was handed over to Dr. Emmerich. Right. We had to hide her away at first, from the Patriots. It wasn't exactly fun. She couldn't even go outside for the most part. That's terrible. But in the meantime, Adak, Dr. Emmerich, taught her all about programming and computer engineering. It was her code that destroyed the Patriot AIs. After the dust settled, Dr. Emmerich adopted her, officially becoming her legal guardian. But how'd she end up at Solus? What about school? Oh, she went. For about a year, I think. She was way too far ahead of her peers, though. Probably could have qualified for her BS in computer engineering by that point. Why not go through with it? Just get the degree. We discussed it, but Sonny was more interested in Solus by then. Dr. Emmerich had contacts there, so... So now she's designing launch vehicles and stuff, huh? Wish I had some of that talent. Well, a lot of it might be the Patriots doing. Who knows what their experiments did to her brain. And in the end, she used it to destroy them. The irony, huh? Так, что-то еще скажет, нет? So there's one thing I still don't get. If World Marshal's making it look like Desperado hacked their cyborgs, wouldn't that damage their reputation? Maybe they can hide the fact that they're involved in terrorism that way, but wouldn't they still be liable for the fact that they, you know, got hacked? They probably would, yeah. But the only thing they're looking for here is a profit. Maybe they need to demonstrate neglect if they're gonna make any money off of this. How so? Well, Kevin dug up some intel. Half of the contractors stationed here didn't get their contracts renewed at the end of March. The US government rewrote their contract with Marshall earlier. Had to cut military spending after all, with the recession going on. And so they'll say the contractors were spread too thin to prevent the hacking. Exactly. And that'll only encourage the army to boost their Marshall headcount. I can't say if the military's directly involved in this assassination attempt or not, but... Well, what happened to the contractors they laid off? Who knows? Hopefully they found work. But work like that isn't exactly easy to come by. Ever since the war economy died down, after the Patriots, life's been pretty much hand-to-mouth for a lot of contractors. Huh. When you put it that way, I can almost understand what Sundowner was saying. Yeah, but starting a war just to boost your profits? That's crazy, Courtney. If there's no work for contractors out there, it's time to find another industry to work in. Not that I have any right to say that, but... Oh, come on, Raiden. Maybe you like to fight, sure, but you're not that... twisted. Yeah, well, in any case, I better get to work. Riding out. Что еще What's скажет? up? Okay, save complete. Don't let your guard down, okay? Хорошо. Доктор. In Pakistan already, and so quickly. Ah, science never ceases to amaze me. When it's for peaceful purposes, you mean? Well, yes, of course. Of course. I must say, though, the engineer behind that RLV craft looked rather young to me. Yeah, a gifted kid, you might Кто say. тот I профессор, о would котором love the говорилось? chance to meet her sometime. Why? What would you say to her? Oh, I don't know. It's always just such a stimulating experience. Speaking with scientists from fields other than mine, that is. It often leads to all sorts of new insights, new ideas to work with. And speaking of that, I have yet to meet Dr. Emmerich, too.
I doubt you two would get along, actually. А кто такой доктор You именно? think so? Anyway, how are the brains doing? Как Oh, там just поживает fine. мозг? Safe and sound in Mexico. Now I just have to get them loaded and en route to Germany. Of course, the real challenge will come after that, I suppose. Yeah. We'll get there when we get there. Indeed. Indeed. Do be careful in the meantime. Hey, Doc. What can you tell me about the carbon nanotubes used in Ух ты. artificial muscles? I know they're the real key behind the proliferation of cyborgs, but... Well, a carbon nanotube, or CNT, is a sheet of carbon graphite formed like a tube. They range from 50 nanometers in diameter all the way down to under 1 nanometer. 1 nanometer, you recall, is one billionth of a meter. Quite small. As you've likely seen, the carbon atoms that make up the sheet are organized in a 6-point ring shape. Ну, These hexagonal structures are connected to each other along their edges. Sort of like a soccer ball. Precisely. Such structures are known as Buckminster fullerene. CNTs were discovered by accident while scientists were researching other fullerenes. не могу сказать, что это CNTs have точно assorted неправильно, ну properties, ладно. each with the potential to drive vast leaps in industrial technology. Consider, for example, that the conducting properties and resistance to strong currents far outclass copper. They have great mechanical strength and can be shaped into incredibly thin form factors, all of which can directly contribute to improving integrated circuits. Furthermore, the atomic links in sp2 carbon are the strongest of all types of atoms. Its tensile strength is greater than even diamond. All that, and its weight is only half that of aluminum. It is also quite elastic, making it ideal for bomb-proofing vehicles, buildings, and other structures. Sounds like some kind of wonder material. Реально. There have been numerous plans drawn up for orbital elevators in the past. The problem being that no material was strong enough to make them practical. CNTs make such dreams one step closer to reality. You can change their structures by using the right power voltage. And they can withstand temperatures between minus 190 and plus 1500 degrees centigrade. They feature a large surface area and an empty space within the tube. This allows for such things as fuel and catalysts to be stored inside. It's that particular trait which has enabled the development of fuel cell-infused artificial muscles. Straight out of sci-fi, huh? Well, truth is stranger than fiction. Science fiction, even. Scientists are currently expanding upon all of CNT's uses. But it has taken a fair amount of time since their discovery for practical implementations to pop up. Historically, mass manufacture was deemed too difficult, the costs astronomical. Practical manufacturing methods were established in the early 2010s, but the Patriots hushed that up. Indeed. And now that it's out in the wild, we are finally well and truly in the carbon nanotube age. Круто. Так, я не помню уже, конечно, как там правильно SP2 понять. Я уже забыл вот эти все энергетические уровни по химии. И не хочу вспоминать. Думал полезть даже за таблицей Менделеева, там посмотреть по ним, но мне лень. Но сначала звучало более-менее правдеподобно, что ну да, открыли какую-то еще аллотропную, вот такую вот супер уникальную, но еще более дорогую в производстве аллотропную модификацию углерода, вот. Но потом что-то как-то все меньше и меньше и меньше реалистичности. Ну, Remember now, Raiden. Left hands. Recover as many as you can. I got it, Doc. I got it. I'll bring back all the flash memory you can handle. Holographic memory. It's very different from standard semiconductor memory, you know. Yeah. But it's still solid-state storage, right? Well, yes, but they are perhaps more different than they are similar. Holographic memory utilizes the same optical interference that holograms rely upon. Right. That image is used to appear 3D. Traditional media reads and writes bits on a two-dimensional surface in linear fashion. Holographic memory, however, does this in 3 dimensions, using light at different angles. And that gives you what? Speed. It can read over a gigabit of data in a second. And capacity. A 2-inch square cube of lithium niobate crystal can store 4 terabytes of data. It is also highly resilient against data loss caused by damage to any part of its media. This is because the bit information is not localized, but used as an optical diffractor across the medium. For battle data, there is no better type of storage. Beats having a hard drive clacking away inside your arm anyway.
Indeed. Spinning media. Hard to imagine we ever put up with such nonsense. Спиннинг, а почему магнитное-то? Почему магнитное спиннинг? Потому что дисковое. Ладно. SSD, блин. Ну, в принципе, да, в голограмме можно хранить, но, во-первых, это далеко не быстро будет читаться. И вообще сложно, как бы. Поэтому, как и запоминающее устройство, это сейчас никто не юзает, да. Только Ситри сможет слушать диалоги 10 часов. Да, я могу. So, Doc, what kind of data can you extract from those left hands Я хочу все в этой главе All послушать. manner of information, but И все, и the пойти short убивать list, energy consumption, damage level, intracranial and blood pressure, blood sugar, other vitals, GPS history, speed and acceleration data, radio and optical readings, recorded computations from the internal expert battle support system. Doc. Time-stamped readings of distortion and acceleration gauges whenever the body was impacted. Stress is applied to the CNT muscle fibers in all 4 limbs, as well as any localized breakdowns. All right, Doc. Power consumption rates, remaining battery charge, type and amount of weaponry used, Прям как я. codec logs and wavelengths, voice transcripts, encryption methods. Okay, Doc, okay. Sorry I asked. As a field of technology, cyborg warfare is still in its infancy, you know. It is my duty as an engineer to collect and analyze as much data as possible for every conceivable situation. Нифига себе, дата сайенс. The resulting database will help drive future technology, both modifications and advances. Makes sense. But why the left hand? Why store it all there? Accessibility. A unit can remove it with its own right hand, or it can be recovered if the unit is damaged. I would advise you not to remove your own holographic storage, however, unless absolutely necessary. To facilitate recording of everything you see, hear, and so on, it is tied directly to your cranial nerves. So, each time the storage is connected or disconnected, your hippocampus is stimulated. This can result in memory loss, flashbacks, Нифига all себе, manner of блин. Перезагрузка. unpleasant effects. Импланта, ладно. Yeah, I have some experience with that. It's a little more than unpleasant. Круто. So, autonomous gears against remote gears? Which one do you think's got the advantage? Well, you cannot make a valid comparison between the two so easily, you know. You must take the relative specs of the models into account, the skills of the operator, and so forth. I suppose so. All things considered, remote gears do indeed hold the advantage, in most cases at least. And I get the feeling you're gonna tell me why. This type of remote weapon can be traced back to Germany, you know. World War II. The Wehrmacht employed a remote-controlled mine called Goliath, with tank-like treads on either side. The operator could send it over 600 meters into enemy territory before detonating its payload. Germans certainly did have a knack for weird new weapons back then. If I may continue. Now, UAVs, unmanned aerial vehicles, began to proliferate in the 90s. They were equipped with cameras, enabling the operator with a much greater degree of control. But it took 20 more years before autonomous craft would gain wide acceptance. Makes sense. The AI wasn't good enough until just recently, right? Correct. Target location and course correction were not a problem, of course. GPS solved all that. But target selection or base defense, these types of objectives require extremely complex AI routines. It was only with the advent of optical neural AI that such a thing became possible. Neural AI was developed using a completely new paradigm in computer architecture, you know. Not the von Neumann model, which served as a standard up till that point. Neural AI was modeled after the human brain. It can learn and mature entirely on its own. Like the Patriot's AI, just on a smaller scale. Indeed. It cannot copy or rewrite data, but the structure does solve several problems quite well. The frame and symbol grounding problems, to be exact. It gives the AI flexibility within unknown states. But such a system still lags behind the average human in speedy decision-making. Also, as they cannot converse, they cannot demand or accept surrender, or avoid such unnecessary conflict. And as you know, such tactics are often the most effective strategy for victory. So yes, the fact that they do not require a human soldier as a pilot is an advantage, purely in terms of resources. But in a hypothetical battle between two identical UGs, the remote gear tops the autonomous model, no question. Got it. I'll keep that in mind. Of course, even the remote gears have some AI these days.
to handle balance and other minor details. So, the line between remote and autonomous UGs grows less and less distinct every day. Кстати, еще фан-факт. Metal Gear вообще изначально придумал какой-то там советский инженер Сергей, как его Тама, и он вообще друган Бориса. Прикиньте, да? То есть вот этот товарищ с советским инженером дружил, который изобрел вообще технологию самих Metal Gear'ов. Ладно. Hey Wolf, what did you and Sam talk about before we fought? Nothing of note. He was not one to reveal himself to others. All right, you don't have to tell me. Raiden, I do not feel good about this. Do not allow yourself to be caught off guard. Duly noted. Так, доктор не In дослушал еще что Pakistan already, and so quickly. When is I would love a chat. It ends. Oh, Anyway. now of course, Yeah. Тут indeed. ничего нового. Так, Вульф что-то Hey, еще Wolf. скажет. Know anyone named Kubayama? Kubayama? No. Кубаяма. Perhaps I have heard it before, Губаяма. but Huh. Well, no big deal. Губаяма. Just thought it might ring a bell. I apologize that I am unable to help. Nah, forget it. Unless I am mistaken, Yama is Japanese for mountain. Да ладно, Does that help? наоборот. No. The colonel told me he met Kubayama once. Probably someone's name. A significant number of sumo wrestlers use the term Yama as part of their ring name. Perhaps this Kubayama is in the sumo business. Makes sense, sure. I just wish there was some way of knowing what that AI was trying to tell me. Don't suppose you know where Shiboniji is either, huh? No, Raiden. I don't. Интересно. Hey, Wolf. What did you and Sam talk about before we fought? Nothing of note. He was not one. Oh, Raiden, всё, это то же do not самое. allow you... Do. Саня, что нам скажет? How was the ride? Hey, Sonny. Fine, thanks. Though I wouldn't call it the smoothest ride ever. You sure that thing's really airworthy? Well, what do you expect? You're traveling at a few dozen times the speed of sound. I mean, she operates well within all the projected margins of safety, so yes. We'll have to work on the turbulence levels a bit before we can take tourists on it. But come on, you really can't complain. So, it's meant mainly for cargo at the moment? We got a contract with COTS, NASA's Commercial Orbital Transportation Services. Mostly handling space deliveries, that kind of thing. We also joined the C3PO, the Commercial Crew and Cargo Program Office's Passenger Transport Program. So soon we'll have private spacecraft bringing crew to the International Space Station. Wild times we're living in. Well, the space race has been over Короче, for она decades Илон now. Маск, понятно. It's no longer something countries engage in for vanity's sake. Still, lots of people are starting to see the industrial value of zero-gravity experiments. Plus, the costs are getting lower and lower with each passing year, to the point where we'll have a serious space tourism industry before long. Yeah, I heard about the space hotel the Russians opened up. But we're still not going any further than orbit, right? Well, one company's planning to have a lunar landing craft complete by 2020. Not ours, though. Yeah. I'm just hoping we can get to Jupiter while Hal's still alive. Jupiter, huh? Wow, that's pretty far. Oh, hey! How did Earth look from up there? I can't even put it into words. I know I was still under the Kármán line, but it looked exactly like every satellite photo of Earth I've ever seen. No borders, no nothing. Just a whole lot of blue. Hopefully next time around I can take my time and enjoy it. Yeah. But first things first, you know? Yep. Well, good luck, Jack. Raiden. Еще что-нибудь скажет? You designed that thing too, Sonny? Nobody designed her. Nobody. Yep. Кого? She pretty much evolved by herself. I think I may be missing something here. We used a genetic algorithm to make it. Ever hear of that? They use it to build the cars for bullet trains and stuff. Basically, we start by creating a few different models of aircraft. The data for each design is treated as the genes for a new aircraft. They all get crossbred with each other in virtual space. Eventually, you come up with offspring that exhibit genes from each original design. Offspring? Интересно. You know, children. Each child then competes with the others for survival in the virtual space. The kids that have the best aerodynamic traits survive and pass on their genes, creating the next generation of aircraft.
You get this sort of gene-based evolution across generations, like animals in real life. I'm having a hard time imagining aircraft having kids like that. Anyway, what's with the two wings on the top and the bottom? Oh yeah, the swept wings? They're set up so that the sonic booms they create wind up bashing against each other, cutting down on shockwaves. The idea has been hard to implement due to issues with elevation and wingtip treatment. But thanks to the genetic algorithm, the RLV worked out all the problems herself. Herself, huh? Да, я буду тебе. Makes it sound like you're more breeder than designer. Еще что-нибудь скажем? So what happened with the RLV after it dropped me off? Running on autopilot, she'll circumnavigate the Earth and head back. Wow, a trip around the world, huh? That's the sort of distance you need to reach orbital velocity. She had to lower her altitude pretty drastically to drop the landing craft. So getting back up for her was a pretty rough trip. Rough? How? In terms of damage to the craft, I mean. Running in ramjet mode helps conserve fuel a lot, so she's good there, but yeah. Sorry about that. Oh, no. All in the name of peace, right? Besides, it made for a good load experiment. I'm kind of surprised it actually worked, actually. What? Oh, I'm just teasing. Don't be so serious. So what kind of engine is this lace thing? Да, кстати. It's short for Хороший liquid вопрос. air cycle engine. A lace uses liquid hydrogen to chill and liquefy the oxygen in the air. Зачем? The reaction between the liquefied hydrogen and oxygen creates propulsion. Ну, On this RLV, the lace is combined with ramjets for maximum efficiency. Once the solid rocket boosters lift her off and bring her to Mach 3, she switches to ramjet propulsion mode. In the meantime, she's taking in and liquefying oxygen from the air. Once there's enough, the lace is ignited. If it wasn't for that hybrid engine, it would have been pretty rough for an RLV to pull that trick that it did. You know, lowering its elevation just long enough to drop a landing craft. Well, I'm impressed. If it wasn't for you, I'd still be on your side of the world. And I wouldn't even be here if not for you. Don't forget that, okay? A lot of people appreciate what you've done for them. I'll try not to. So what kind of engine is this lace? It's short for on this one in if it was don't Кстати, мне кажется, как будто ее аватарка по графонию хуже. Так, нет, еще не все. Сейчас вернусь. Так, сейчас почитаю. Вернись, возьми VR-миссию. Сейчас сделаем. Слева от входных ворот ищи хранилище данных на крыше. Ревну на час все равно будет кодек. В смысле на час? Все, кодек кончился, вертайся. Ладно, я сейчас еще отойду быстренько. В смысле на час? Алло, гараж. Как это ревну на час? Ну, хотя, в принципе... Что это я, правда, это... Ладно.
Не вот так, не вот так. Все, я вернулся. Продолжаем. Так, обернуться и взять VR-миссию. Вернись, возьми VR-миссию. Где? Вообще по барабану, что ли? Ну, заспавнились. Где? Ну, где-то в горах она. А где? Ну, это не VR-миссия. Ладно, сейчас все, пойду по быстрому периоду. Это коробка. Меня не заметил отсюда, правильно? Интересно. Кто? Но это тоже не VR-миссия, явно. А где VR-миссия? На голубую зону лезть, там в углу убежал куда-то. Левее перегородки мелкой. Совсем наверху левее перегородки мелкой. Перегородка, это, я так понимаю, вот это. Нигде. Нигде нет. Не вижу. Куда? Совсем наверху. Совсем наверху. Куда же еще выше? О! О, круто, нашел. Спрятали, блин, грид компас, ё-моё.
Что, они задиспавнились, что ли, не просто? Они выгрузились. Ну ладно. Так, ладно, меняемся на коробочку. Это невозможно на словах, особенно тебе, но я нашел, ладно. Потыкал и нашел. Так, тут будет чел с рукой, но тут я ее уже отрезал. Как? Ранг Б. Интересно. You see that? Так, ща. Exit codes show up as unaffiliated. Wait, Marshall has the security contract for this base. Why would they have their cyborg set to the same illegal exit code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on sight, because everyone knows Desperado has a contract with... The Pakistani rebels. But if we go public with the Desperado-Marshall connection... Won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brain-jacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into, not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush, at least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the US military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine. Ага, только есть еще сам Армстронг. Кстати, вроде ж ветер разрушения еще один есть, по крайней мере. Хамсин же. Ну ладно, не надо пока что про него спойлерить, если что. Куда побежал? Куда побежал?
там что за ящик? Я это так не могу. Ладно, не получилось. Где ящик опять? Меня тут нет. Ага, во, понял. Так, что там еще было? Просто лень писать уже, где всякие секреты. Ой, блин. Ладно, слева от входных ворот ищи хранилище данных на крыше условно. Слева от входных ворот. А это вроде справа. Или слева. А, вон слева, вон вижу, уже валяется, да. Понял. Опа. 16 30, круто, почти все собрали. Ура. А тут посижу, ладно? Развидели, молодцы. Мне интересно, я смогу ли пройти стелсом? Или нет? Там он один остался. Норм. Норм. Отлично двигаешься, Райден. Вот обязательно похвалят, если что-нибудь стелсом пройдешь. Так, ладно, куда там дальше? Вон туда. Там еще один чел с рукой.
Бесит. Браво. Ну тут нет. Их, наверное, заметит сейчас. Да не заметил. Сейчас и заметил. It must have been the wind. Так, вон там чел с рукой оставил. Ну ему вообще пофиг. Вообще пофиг. Вот я зарезал на его глазах его товарища, ему вообще по барабану. Ну и хорошо. Yes! Haha, you'll make me proud! Так, 19 рук, одной не хватает до читерского парика. Вот, и я это заставил себя гордиться, потому что я убил всех по стелсу. Интересно, можно ли это, как всю игру пройти по стелсу? Что за это будет? Так, ладно. Чё, все? Идем к Эксельзусу. Ну да. Третий раз уже, а как первый. Жалко. Да блин. В гараже... Да я проворонил, ладно. В гараже есть VR-миссия в ангаре. Я ее, кажется, собирал. Или нет? Ладно, фиг с ней. В контейнерах есть мужик в коробке. Блин, ну ладно. Потом. Может. Ладно. Пардон. Заставляю мне писать и сам потом не собираю. А как вы так незаметно успели... Well, if it isn't Saucy Jack. Just a little too late, as usual. Armstrong. Impressive little toy you've got there. But your plan ends here. Idiot. You're not ending our plan. You're expanding it. Checked the internet lately? О, да, интернет 13-го года. Давай. Ryder, Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know?
Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. Вот это красиво. How did they? The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. But the president was saved. Ничего вообще значит, потому что это And yet недавно American тоже blood есть. was spilled. By Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just the spark, son. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value. The economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of the Patriots now! We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession it's been stuck in since the fall of SOP. Huh. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? DMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message.
Все, ссылки кончились. Круто. Армстронг без хилов. Погнали. Что это такое? Все, я походу это. Так. Опять. Right, what's wrong? Come on, buddy, answer me. Ryder? Ryder! Ладно, сейчас попробуем нормально. А, он уже с 60% концовки. Да в смысле? Я даже так не блокирую. Что говорят? Спасибо очень за блок. Да, ну ладно. Тварь, как не пойдет.
Все хилки потратил. Как я сейчас сам Slippery little bastard! I don't have time for this. Oh, you've got to be все как kidding будто... me. Ладно. Это был вообще самый странный момент, конечно. Сосал на машины, блин. Так, ну что, будут комментарии насчет того, как плохо я Эксельзус прошел? Let's go! The hell are you thinking? Played college ball, you know. That's a cushy Ivy League school. Try University of Texas. Could have gone pro if I hadn't joined the Navy. I'm not one of those beltway pansies. I could break the president in two with my bare hands. Don't fuck with this, Senator. What the hell are you? Why don't you stick around and find out? Nice. Вот не пойму еще, зачем он потом выкинет меч-то? Вот так он зачем сделал?
Зачем его бросить? Может быть, он бы еще что-то мог. Кстати, да, это тогда подтверждает мою теорию, что на нем какие-то электроды есть, чтобы пускать по нему переменный ток. Потому что если повредилось, то значит электроды мотки что-то повредилось. You've got no principles! Just like all the rest! If America's gone to shit, you're just another maggot crawling in the pile! All right, the truth then. You're right about one thing. I do need capital and votes. Wanna know why? I have a dream. What? That one day, every person in this nation will control their own destiny. A land of the truly free, damn it. A nation of action, not words, ruled by strength, not committee. Where the law changes to suit the individual, not the other way around. Where power and justice are back where they belong. In the hands of the people! Where every man is free to think, to act for himself! Fuck all these lunatic lawyers and chicken shit bureaucrats! Fuck this 24/7 internet spew of trivia and celebrity bullshit! Да. Третий раз смотрим, но все равно. Fuck American pride! Fuck the media! Fuck all of it! На следующем прохождении я, по крайней мере, часть катсцен, видимо, буду уже скипать. There's no saving it. We need to pull it out by the roots. Wipe the slate clean. Burn it down! And from the ashes, a new America will be born! Evolved, but unchained! The weak will be purged. And the strongest will thrive. Free to live as they see fit. They'll make America great again! What the hell are you talking about? You still don't get it. I'm using war as a business to get elected! So I can end war as a business. In my new America, people will die and kill for what they believe! Not for money, not for oil! Not for what they're told is right. Every man will be free to fight his own wars! Курильщик. So, what do you think? Лень писать о твоей прекрасной игре без урона. Но я пытался. Но получилось плохо. Потому что я так и не понял, как предсказывать направление вот этих вот потоков плазмы, которые изрыгает вот это чудо. И как успевать нормально порезать коров, чтобы от них захилиться. Ну, вроде как более-менее уворачиваться от вот этих вот его рук. Но более-менее на Z у меня получилось. И то далеко не всегда. Ну ладно. How the hell did you get elected? Well, I don't write my own speeches. You should try fighting for what you believe in sometime, Jack.
Not for a company or a nation or for anyone else. Maybe I was wrong about you. Am I finally getting through? I'll rid this world of pointless wars, Jack. I was wrong. You're not greedy. You're batshit insane! Making the mother of all omelets here, Jack. Can't fret over every egg. Not when you're purging the weak, right? What do you know about being weak? You weren't born poor. You've never been hungry. You don't know what it's like to fight and steal and kill just to survive. But you did survive! Through sheer force of will, following your own set of rules. With your own two hands, you took back your life. And now, I'll take yours. Подолгу. Why won't you die? Наномашины сырок. Nanomachines, son. They harden in response to physical trauma. You can't hurt me, Jack. What did I just say? Time to end this. Место его колотил. Просто у него как будто дополнительный щит на груди так. Хотя. All right. I think we're about done here. Right.
working towards this. And on the last day, Blondie has me doubting the whole thing. We'll leave it up to fate then, shall we, Wolfie? A duel to the death. May the best man win. Sam. I cut him down, and that's that. Back to a regularly scheduled international incident. But if he beeps me, if I die here, the lock on my blade will disable after a couple hours. What happens after that is up to you, Wolfie. Ha! Even dead, that guy's a pain in my ass. So... you think that little sword can save your master? Я не такой уж и зритель. Well, go ahead then. But make no mistake, Fido. When I'm finished with him, you're next. I was not designed to fear termination. Huh? However, Directive 01 is to ensure all data acquired is preserved and passed along. To expire here would violate that directive. That's a good boy. However, Raiden came to my aid. I have learned from him. When Samuel fell, data analysis was inconclusive. But that has changed. I have established new parameters now, created my own directives. You little fuck. I said my sword was a tool of justice. Not used in anger. Not used for vengeance. But now I'm not so sure. And besides, this isn't my sword. Эх, сейчас пройти бы с первой попытки. Ну, не знаю. Come on. Okay. Let's dance. Ой, сейчас плотно будет.
Нет, не получилось. Ну, я так и думал, ладно. А неплохо шло сначала. Да в смысле? А, понятно, у него нельзя ходить просто. Тоже тут вернешься. Все, больше не буду подлетать. Теперь понял, дошло, не сразу. Ладно, попытка номер 3. Ладно, ладно. Почему? Ну, сейчас опять не все хуже и хуже. Первая попытка пока самая успешная была. Меч валяется. Не остался меч валяется. Ты чё? Спасибо. What is going on? Write it! Answer me! Write it! Give it! I like you, Jack. So I'm giving you another. What's wrong? Answer me! Raiden! Raiden! Что делать? Не понял. Почему он теперь по 3 начал спавнить сразу?
Понятно. Короче, нельзя спамить здесь сильную атаку. Просто не прокатит, потому что вот если он начинает доставать вот это, то никак не увернешься. Ладно, тут смысл? Чего? Он раньше так не делал. Как я не попал? Так, опять я это зря сделал. Нет, тут так. Спасибо. Я не успеваю просто реагировать. Опять. К нему идти нельзя. Прыгать на него нельзя, ничего нельзя. Что делать-то? В смысле? Сначала он так не сделал. Опять. А, спасибо, еще и стенку меня в этом. Раз, развернулся и начал атаковать. Круто. Так, ладно, починили. Я починил. Толку том. Да, починилось. Та-та-та-та. Что делать? Я не так делаю. Ну почему он отпрыгивает в огонь? Больше некуда так быстро. Ты чё? Круто, я тебя ну можно попробовать разрезать эту фигню, все равно хп мало, но я не успею 100%. Из них хилд падает. Нет. Один раз получилось, второй раз отпустил shift. Молодец. Да ты дебил, а? What happened? What is going on? Raiden, answer me!
Raiden! Да почему? Как понять вот точный момент, когда он... Еще тени погасли, он уже новые зажигает. Удобно. Хотя кому я жалуюсь, да? Если ты ушел, то некому больше смотреть на параметры. What's wrong? Answer me! Raiden! Raiden! Так, что придумать, что придумать? Все проходимо. Что я делаю не так? Важно. Нет, я не могу никогда в эту атаку попасть. Как ты попал? Еще
Somebody answer me! Raiden? Raiden! You're going down! Сизиф момент, блин. You know what? Fuck this war. I just want you dead. This cannot be! Raiden, what happened? You are supposed to be stronger than this! Ну чё это? Cannot be! Raiden, what happened? You are supposed to be stronger than this! Cannot be! Raiden, what happened?
почему? Что так ходит, что так ходит. Ну вообще пофиг. Как поведет. Ну почему? What's wrong? Come on, buddy, answer me. Write it? Write it! You're going down! В какой момент нужно нажать? Это ворот, чтобы вернуться нормально. Можно попробовать даже не пытаться последовать. Сейчас не буду пытаться. Ну, получше получилось. Чуть-чуть получше. В идеале бы хилки залутать просто. Пустое говно. Удивительно. Дошел до первой фазы, не потеряв ХП. Вот этот протыкающий удар очень удобно. Хоть до успешной попытки даже был. Ну круто, чё. Или это даже не успешная еще попытка. Фиг знает, сколько времени там ничего не было. Круто, да. Круто, чё. Спасибо. ГГ, спасибо YouTube, спасибо всем. Ну ладно, ничего. 1,5 часа. Ну короче, пересказываю, что еще было. Вот не знаю, с какой попытки, я не считал, и теперь еще и посчитать, видимо, не смогу. Но вроде как там уже последняя удачная показывалась. Что я там дошел. Хотя я там был со 100% еще, кажется, вообще на первой фазе. Короче, я первую фазу прошел с full хп.
На второй фазе одну тычку он мне только дал. И 2 раза еще тыкнул на последний. Ну, то есть после второго хила, получается. У меня осталось 30%. Или 2-3 раза. Ну, короче, не важно. 30% осталось. Кое-как я его добил. Причем еще в финальной вот этой катсцене мне не хватило энергии, чтобы там дорезать его. И у меня просто началась эта финальная катсцена сначала, дав перед этим чуть-чуть его побить, чтобы у меня восстановилась энергия. Ну, кое-как тоже хватило. И вот поэтому 1,5 часа, наконец-то он пройден, можно посмотреть титры. А, ГГ, все, ГГ, фиг с ним, тварь, он безбожная, лагает, шок, кошмар. Это 4-й раз за стрим. Вообще. Кошмар просто. Завтра без ГГ, все. Тупо на ютуб и фиг с качеством. Обойдемся без качества, ладно. Ничего страшного. ББ. Без Б. Стандартная киберброня. За что она дается? Official pet ride for your family? But first, our top story. President Hamilton returns from Pakistan today, completing his first visit to the country since the failed assassination attempt in Shabazbad last May. Shabazbad. In meetings with Pakistani President Farooq Salam, the two leaders agreed to a new joint initiative in the war on terror, whereby U.S. Marines will be stationed in Pakistan and given wider authority to conduct operations within the country. Как я... Короче, все, сейчас на супер хард я, видимо, сразу экипирую белую броню и все. Не забываю про всю остальную. Хотя вон там оригинальная, у него вроде есть какой-то прикол, или нет. Ничего не знаю, ничего не помню. Хотя у нас еще DLC. Я думал DLC на харде проходить, теперь я что-то думаю, может лучше на норму. Ура! Доктор, как вы дела? Очки у него прикольные, я бы себе такие очки хотел. Они у него и лекторские, то есть тоненькие, и довольно тонкой оправе, и еще и хамелеонные. То есть вот этим покрытием, которые и солнцезащитные, и непрозрачные уже. И не желтые. Совсем уж. Видел такие очки, но качественные стоят дорого. И везде делают. Ладно. Ну да, для не идеального мира. Да, поздравим их с этим и поздравим всех нас. I'm not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can пойдет give them a воевать свою войну, только непонятно с кем. И чай все-таки развили. Лет кофе. Вот-вот, как я и сказал. То есть, Since when do you care? Well, recent events have been food for thought, shall we say? No kidding. Speaking of recent events, how's our new recruit working out? Ah, yes, quite well. Какие они все прикольные. Ведь графоний тоже нормальный. Катсцены. Hang on, just give me 1 second. Yeah, okay. Нифига себе, у него там минусовая консоль. Headspin. The same age as me, but all this spaceship, you're genius, girl. Yeah. Первый раз сжал, сейчас сжал. Опа. Where did that come from? Все полетело. Папочки. Alert. Alert. Rescinding. Ой. This about a crazy world, nah?
Не в том же теле, все еще. For me, see that ninja. Me never Или мне think I've кажется, что он been this поменьше стал. kind of life. Yeah. А насколько киборг теперь Джордж? He rescued Я me сначала too, подумал you только know. рука, Saved my life. они взяли нижнюю половину. I owe him everything. Да нет, вроде To не some все. people, he'll always be Jack the Ripper. I know all about his past. Ну, скоро и мы узнаем. Ну, как He had скоро? it rough. Я так думаю, через полгодика. And he hurt a Раньше я, lot of наверное, не people. соберусь МГС 2 проходить. But that's not the Raiden I know. Угу. Кому я говорю вообще? The Raiden I know 1,5 человека, кто смотрел у меня МГР, спят уже. is a hero. И видят вторые сны. Эх. Вот этот пассаж с этой трубой так напоминает мне кусок из саундтрека. Просто там я это впервые услышал и запомнил. Ну да ладно. Саундтрека в смысле кинца одного. Так, и все, длинные-длинные титры, которые ничем нифига не скипнешь, и при этом из-за пиратки они половину не показываются. Можно о чем-нибудь еще порассуждать в это время. Почему бы и нет? Почему бы и да? 1,5 часа на Армстронга напишу. И вот так 10 секунд. Looking down on the burgeoning city, the skyscrapers rise, even men with the greatest intentions stop believing their own lies. We can borrow from the future, but eventually someone's got to pay. The only way out of the cycle is to strike out.
сижу, молчу, пялюсь опять в титры. Время скоро 5 утра. Здорово. Здорово. Ну ничего. Вот, правда, не знаю, как завтра тогда DLC проходить. На харде, на нормале, проходить ли вообще. Потому что сейчас, кажется, был маленький передоз. Вообще завтра день так насыщенный, к репетитору попробую поехать. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, пока планирую, что завтра проходим одно DLC. Даже не знаю, что сказать по-моему. And how's business? Да. Oh, good, good. Their doctor's research and staffing service certainly help. I hear World Marshal's looking for a buyer. Well, you cost them a lot of money, huh? Not to mention killing their funding. Literally. The breathtaking program is finished, but the larger company is not, I'm afraid. Someone will buy them. PMCs are in demand once again. Почему? Yeah. Fighting for reasons they don't understand. Causes they don't believe in. Beg pardon? No. Nothing. So, А это кто? your mind is made? И где? You will not come back. Sorry, Boris. I understand. But then, what will you do? I've got my own war to fight. Уф. Да, Metal Gear Rising Revengeance, Metal Gear Solid Rising, да. Как там было? Lightning Speed Reaction. Action. Фу, ладно, неважно. Все, ура, прошли. Все-таки сегодня. Так, что у нас тут? За 7 часов второе прохождение, короче, второго. В целом на Б прошли. Ну, сойдет. Так. 430 тысяч денег заработали. 218 задаться. 184 комбо. 228 убийств. 208 из них в режиме клинка. 6 в это... 6 взрывчаткой, это что ли гранатами в смысле, или РПГ тоже считаются? Ладно. Всего убийств аж 472. Нифига себе, осталось живых всего 6. Да, повторы 69. 69. Причем раньше вот этой главы я ничего не повторял. Смотрим, сколько раз
Ну, один раз я, получается, только перезапустил Excel, да. 68 раз, что ли, я перезапустил Армстронга. Что-то как многовато. Мне кажется, поменьше. А где, откуда же тогда все остальные? Ну, еще в начале там парочка на МГР. Но все равно это, даже если 60, все равно многовато. По ощущениям, ну, раз 30, наверное. Ну да. Ну, хотя там самая короткая это забег, наверное, минуты полторы, а самый длинный минут 10. Ну ладно. 20 голов отрубил. 33 левых руки, 27 правых руки, 2 левых ноги, 5 правых ноги, 8510 рассечений. И что значит название? Ну, ладно, 5 так 5. А, название. Это в смысле ачивки типа? Не ачивки, ну, типа ачивки, ладно. Тоже завершить игру на нормальном или выше уровне сложности за 8 часов. Минус 1%. Завершить игру на нормальном уровне сложности и выше, заработав не меньше 300 pp или меньше, или больше. Используя только высокочастотный клинок. Так было же уже. К бою готов. Завершите, даже будучи обнаруженным более 50 раз. Да кто это по стелсу будет проходить? Сделайте минимум 1000 рассечений. Все как в прошлый раз вроде. Ничего нового. «7 часов стрим идет. Хотя бы идет. Ну, даже получше в целом, да. Получше чуть-чуть прошел. Так, появился теперь супер хард, правильно? И теперь у нас тут есть очень сложно, да. А DLC тоже можно сразу на очень сложно. Угу. Да. На очень сложно сразу Сэма это как бы, ну не, ну максимум хард. Ну ладно. И давайте посмотрим, что за тело я открыл. Стандартное тело. Это вот это, которое в нулевой главе. Кибернетическая структура с мышечным волокном из углеродных нанотрубок. На расстоянии искусственная кожа неотличима от настоящей, по крайней мере, пока она скрыта одеждой. Это полезно для работы телохранителем, а также для миссий, не подразумевающих серьезных боевых действий. Ну, не знаю. Ну ладно. Тем не менее, я возьму. Может, надо. Кстати, практически не отличается. Только вот этой вот... Как это назвать-то, даже не знаю. Только челюстью и забралом вот этим. Все остальное как будто одинаковое. Ну ладно. Так, и что-то уникальное оружие новое. Что новое-то? Улучшение новое? Что новое? А, ну видимо вот это улучшение просто было. Ладно, так, тут все завершено, да. Ну и все, в принципе, все хватит. Это мы потом выкупим. И все, выходим.
Так, надеюсь, он меня сейчас не кинет. Так, стоп. Ты давай меня, главное, никуда не кидай дальше, ладно? Ой. Save data. Копировать. И куда я дел? А вот. Второе. Прохождение завершено. Все. Так, все, в меню он меня кинул, и хорошо. Ой, ну все, выходим. Сейчас надо как-то поспать каким-то образом. Все. Да. Все, символичное всем пока, хотя никого уже давным-давно нету. Один зритель, это, скорее всего, я сам и есть. В пике сегодня было аж 6. Ну ладно. Все, символичное всем пока. Хотя никого тут нет, но может кто-нибудь записи глянет одним глазом. О, сколько стрима уже идет, интересно. Долго идет, да. Часов 6-7. 7, можно сказать. Да. Все. Да прошли, и ладно. Завтра какой-то, ну то есть DLC с Севом, либо на нормале, либо на харде. Супер хард, мы его в баню. На это. Потом посмотрим, что обычный костюм вот этот новый открытый дает. Ну, скорее всего, практически-то ничего, но попробовать надо. Вот, в любом случае, с красным я больше не пойду. Не надо мне плюс 15 урона по мне. Больше. Фух, вот, так. И потом просто покупаю белый костюм и абьюзим 10 хилок. Я уже видел, так казуалы делают. Сделаю я, ничего страшного. Цель есть, не была, а есть пройти revegeance хоть как-то пройдем. Вот, ну и стелс тоже буду пытаться абьюзить и все остальное. Желательно засобирать при этом еще хранилища. Да и, в общем-то, все остальное там. Ну и руки. Руки сами собой дособерутся как-нибудь. Все, всем пока.